lost when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Итак, всем доброе утро. Сегодня у нас уже вторник. Двигаемся дальше. Есть вопросы. И сегодня мы постараемся на эти вопросы найти какие-то ответы. Так, секундочку. Я сейчас буду с вами. Прям одну маленькую секундочку. Так, меняем вот так. Так, всем доброе утро. У нас еще раз напоминаю вопросы-ответы. Сегодня вопросы непростые. Как вы видите по превью на канале, есть вопросы именно не с моей стороны, со стороны подписчика, друга. И хотели бы, конечно же, обсудить эти вопросы. Какие-то вот эти моменты, которые интересуют его. И может быть интересно и вам, и что-то вы найдете для себя тоже интересно. Поздоровайся со всеми. Интересует его. Опа, так, секундочку. Что такое? Почему у меня двоится? Опа. Так, Вахрам, может поздороваться? Да, привет, ребята, кто находится сейчас в чате. Так, я уже открыл твой канал, сделал несколько раз ссылочек. А вот он, ничто не истина. Алекс, привет тебе, добрый день. Итак, было несколько вопросов, несколько ответов. Мы соберем сейчас так в кучку прям, найдем, надеемся, для кого-то будет какая-то полезная информация, не только для Вахрама, то есть и для каких-то других подписчиков канала. Это будет круто. Я думаю, это будет познавательно, кому-то интересно. Посмотрим, поделимся такой информацией. Ну, как сказать, мне, не жалко, это ни для кого не секрет, потому что мы здесь сам учусь этим, занимаемся. И, соответственно, вдруг у кого-то из вас есть вопросы, может быть, вы найдете на этом стримчике как раз-таки ответы на свои какие-то вопросы по работе или что-то такое. Вот, Бархатов, братва, Александр, доброго тебе времени суток. Я прям с утречка прям уже твое видео посмотрел, как готовят завтрак, прям сразу взбодрился. Сам, правда, вот жена мне вот кофе принесла, такой кофе есть готовенький, свеженький. С вашего позволения, это глоточек раз. Да, Бархатов Александр, последние дни прям стрим за стримом, аж не успеваешь. Ну, круто, молодец. Есть рост, есть прогресс. Александр, и скоро у тебя уже 100. Но сейчас мы не об этом. Сейчас мы поговорим, именно сейчас мы поговорим с Вархам, что
он хотел бы узнать от меня или какие-то дальнейшие шаги, какие-то вопросы по вот этому всему, чем мы здесь занимаемся вокруг да около. Ну и начнем, думаю, какой-то вопросик такой наводящий Да. именно по Ютубу или что-то для того, чтобы на Ютубе как-то все это работало. Да, Олег, но продублировать вопрос, думаю, стоит по поводу того, то, что вот ты говоришь, то, что языки вот эти вот, то есть субтитры, то есть как это вот они ставятся, да, действительно, маячок, он очень сильно доходит до других стран, и система Ютуба советует посмотреть, в общем, иностранные регионы. Ну, и я Мгм. еще обратил внимание того, то, что вот под регионы, то есть английский язык, но он там не один. То есть Да, я очень много слышал, то, что вот Соединенные Штаты Америки, вот, да, и Великобритания, и то есть если они встретятся и начнут разговаривать, да. то они это себя, ну, очень так, ну, не поймут немного, то есть там у них Мгм. совсем по-другому все идет. То есть, Да. и как бы, да, я это, Есть и такой момент. Из-за да. этого насчет таких вещей, как бы я не советовал переживать, просто ставишь английский язык, потому что если ты ставишь английский именно в плане, как бы тебе сказать правильно, в плане того, что английский просто, тогда будет он как в книжке иди, школьный английский язык, и этот, в принципе, язык поймут все. Здесь только другой нюанс. Если будет перевод вестись, старший брат ничто не истина. Бархатов, вам всем доброе утро. Всем огромнейшее спасибо за такую активность в чате. Вот, прям здоровья всем, не болеть. Присоединяйтесь, возьмите чай, кофе и пообщаемся сегодня. Если у вас какие-то есть такие же вопросы, как у Вахрама, обязательно пишите в чатик, а вдруг мы сможем на них ответить, или я смогу ответить, это будет вообще интересно. Посмотрим, чем сможем, тем поможем. Да, И как ты видел, я английских языков много. Я сейчас к да, твоему да-да, вопросу там вернусь это быстренько. там Индия еще, я Да. больше всего, я очень удивился, когда увидел Индию. Я такой Почему? думаю: "Как? Почему Чего?" ты Да это удивился? просто нет, просто, возможно, там какой-то диалект, он какой-то Да, как бы именно другой получается, да, потому что, да, ну, я действительно был очень сильно удивлен да, этому. да. Есть еще также английские, как бы в Африке, есть в Индии. Очень много населения Индии живет и в Англии. Я в Англии сам был лично. Все-таки это были когда-то колонии, тоже там были, да, английские в Индии находились. Из-за этого у тебя именно в кавычках стоит Индия, стоит Америка, то есть Соединенные Штаты, как ты говоришь, плюс Канада, тоже там различия есть. Ну, там такие мелкие какие-то вещи, это больше было бы, знаешь, когда вот, допустим, такие вещи, такие субтитры ставят на английском или на индийском для тех людей, кто уже на Ютубе говорит на английском, и как бы для английских, кто с диалектом общается, этим людям это было бы вообще круто. Потому что у них там реально там нюансы какие-то, которые мы никогда не заметим или не узнаем. То есть нам надо пообщаться с этими людьми или пожить в этих странах, чтобы понять разницу. Это как вот у меня в Германии очень много диалектов, разница вот этими диалектами здесь тоже велика, потому что для всех немецкий, но на самом деле немецких языков, как сказать, много диалектов всяких вот этих, да, говоров. Это очень тяжело. Но это все придумано именно вот эти нюансы я узнавал, смотрел, и это все работает как раз таки для тех людей. Допустим, если человек будет говорить на английском, чисто на английском, и будет ему переводить, да, там с диалектами, то есть можно ставить там, может, какая-то постановка предложения слов там, но там такие минимальные нюансы, я бы так сказал. Так что это не так релевант. То есть ставишь просто английский язык, где кавычек нету, и это будет та форма английского языка, которую поймут как бы более 80% на нашем земном шаре. И это самая простая фишка. Именно этой функции я хочу как раз достучаться, понять то, что я много наблюдаю за контентом вот сейчас вот на русского ютуба, да, вот много друзей, сам видишь, ссылочки в описании, они или с Казахстана, или с Украины, или с России, все говорят на русском языке,
Но один такой маленький нюанс, чтобы вам охватить, чтобы, ну, не все могут же на русском языке разговаривать. У нас много русскоязычного населения, но не все могут именно говорить или понимать. И достучаться как раз-таки до другого, да, до другой массы, которая прям на английском языке, это очень большая масса на земном шаре. Вот тебе твоя бесплатная такая фишка, бесплатная такой, да, штучка такая от Ютуба, где ты прям включаешь титры, и ты понимаешь, о чем говорят люди, тема общения. Супер. Да, вот это вот оно и есть. Как бы, да. Ну, вот смотри, у нас Соединенные Штаты Америки, как бы у нас там, да, это все фильмы вот эти вот очень старые, которые мы вот посмотрели до дыр, да, там, ну, Да-да-да-да-да. Соединенные Штаты Америки, вот язык вот ставить разумно в субтитры, именно вот так вот. Да, Очень разумно получается. да, у нас Ну, просто... просто я попробовал, и действительно, как бы, вот действительно это работает, ребята. И как бы вот я смотрел на аналитику, и 4 человечка сразу же очень сильно быстро, ну, вот, добежали. Да, но это только начало, смотри, все просто. Надо как бы... Александр, я сейчас прочитаю обязательно. Я смотрю, ты активный. Сейчас прочитаем в чате, что написал. Обязательно вернемся к тебе. Дело в том, то, что как бы ты поставил правильно, ну, молодец, я рад. Даже заметил вот Чиканок, он говорит, сразу же видно, что здесь помог уже драйвер, подсказал, потому что ты не представляешь, сколько я его за это тягал, чтобы он давай делай, у него контент. То есть я для чего это все делаю? Ну, смотри, есть, допустим, определенные виды игр, которые прям именно востребованы где-то в другой стране, а, скорее всего, в эту игру ты играешь. Но люди не понимают тебя. А здесь, получается, ты включаешь английский язык, и они хотя бы вот этим вот, они могут читать на английском себе родном языке, читать и присутствовать у тебя на трансляции, там, да, на нарезки или так далее и тому подобное. То есть на твоем контенте, да, будут английские субтитры, и этим, да, самое главное, конечно же, мы сегодня будем много вокруг этого всего крутиться, да, настройки и так далее, но ничего лучше нет, чем человек, который у тебя пробудет на трансляции от корки до корки, то есть от начала до конца, он-то смотрит, и вот оно тебе, да, то есть твой огромнейший плюс. Как бы ты там ни настраивал теги описания, если он попал к тебе на канал и у тебя находится от начала до конца, это твое удержание, это твое все, это твоя статистика. А все остальные вот эти вот мелочи, которые вокруг, как теги, описания, названия и так далее, все, чтобы как-то зацепило, ухватило, это больше под настройки для YouTube, для человека, там, да, это специфические такие вещи. Но если уже кто-то знает твой канал, просто включил, да, там сейчас или, допустим, повтор от корки до корки, лучше для канала ничего не будет. Сам видишь, я вот смотрю твои последние видосы, у тебя уже за сотню там вылетает 126, 124, 165, 229 просмотров, который ролик был у тебя месяц назад, понимаешь? Ты поставил на нем титры, круто. И я могу себе представить, что у тебя там скоро будет 1000 просмотров. Это будет работать только такие вещи, как субтитры. Все-таки, я думаю, это в плане, ну, не то чтобы сейчас, но, по крайней мере, в будущем помогут развитию контента. Это будет. Это будет. Я сам начал это практиковать на личном опыте. У меня смотрю статистику, и я как раз таки вот оставил себе там 3-4 языка. Есть видосы, где я прям 30 субтитров поставил и четко. То есть там я сразу смотрю, и интересный факт, то, что у тебя может быть полгода на нем актива не будет, но потом за 2 дня какими-то непонятными вещами все полетит вверх, да, и это факт. Это вот реально вот вещь такая, то, что я делал ролик буквально-таки 1,5 года назад, наверное, или год назад. Просмотров не было до ужаса, да, я старался, на этом ролике заморочился, время убил много и монтаж, еще тогда в монтаже было тяжелее чуть-чуть, чем сейчас. И, и потом все, бах-бах. Так, я сейчас чуть-чуть прочитаю чатик. Бархатов
Александр, привет, братаны. Так, ничто не истинно приветствую. Сейчас у меня очень интересно было на стриме. Человек хотел кинуть донат, и что-то у него не получилось. Так, это нехорошо, это надо исправлять. Не смеется, потому что я в России не могу по-английскому, только по мату. Меня никто не поймет. Ну, я понимаю, если субтитры. Привет, как дела? Доггейм, привет. Как поставить субтитры? Да, об этом сегодня мы и поговорим, Александр. Попозже чуть-чуть обязательно мы к этому подойдем. Некоторые фишечки, некоторые настройки с Ютуба. И, конечно же, покажем, как поставить субтитры. Ничего в этом сложного нет. Надо, чтобы один раз кто-то посмотрел и знал, да, или кто-то навел на эту идею, на эту мысль. Я еще раз напоминаю, мало у кого вообще субтитры стоят. Мне непонятно, почему не ставят. Это бесплатная фишка, да, это есть, это функция. Ну, то есть, пользуйтесь. Это каждая фишка, которую вы попробуете. Ну, хотя бы попробуй, месяц-два посмотри, как статистика пойдет, и потом будешь уже думать, пользоваться ей или нет. Просто это вот фишечка, маленькая субтитры, открывает вам дверь, большой порог, да, на вот этот весь мир интернет, да, как бы англоязычного. Ну да, это шанс ваш докричаться до другого центра, ну, до другого части полушария, я так Именно, понимаю. именно так. По-другому я это никак назвать не могу. Я говорю, просто непонятно, но фишка есть. Пользуйтесь, ребята. Александр спросил, как поставить субтитры. Ну, я, наверное, обязательно и покажу, как поставить субтитры. Э, Без проблем. Что я еще хотел? Что я еще хотел отметить по субтитрам и по вообще вот этой вот теме. То есть посмотри, попробуй, ставишь субтитры, там, допустим, ну, возьмешь английский, там, возьми еще какой-нибудь язык, востребованный на земном шаре, и несколько языков, несколько роликов, пройдет месяц-два, посмотришь статистику, иногда бывает, работает ужасно быстро, а иногда... О, Фарагос, здравствуй, здравствуй. Всем желаю А, море позитива, океан здоровья. Тебе доброе утро. Спасибо большое, Лех. Рагос, доброе утро. Доброе утро, да, Алексей на работе, я как понимаю. Эм, Такое вот дело. Что по еще хотел бы себе добавить, быстренько, пока не забыл. Да, я просто после постановки субтитров, то есть у тебя, ты сам видел теперь у тебя на канале, я сейчас вот показываю твой канал, видишь, допустим, сейчас на ютубе, снизу стоит Untertitel, это то есть субтитры, да, по-русски. Под каждым роликом, где ты уже настроил, у тебя стоит теперь вот эта рамочка. То есть, если кто-то другой заходит, ты дома, Леха? Ну, тоже круто. Если кто-то заходит без разницы с какой страны, и он видит вот эту вот снизу закладочку, да, то есть субтитры есть. И это как бы уже будет еще один такой, как сказать, такой... Мархатов Плей, привет, привет, привет. Я просто там очень умный Поздоровайся. монолог дал. Поздоровайся! А то сейчас Александр тебе потом даст. Поздоровайся, все правильно. Тебе, то есть, заходит человек, даже не знаком, который канал вообще не знает, и здесь уже субтитры как бы стоят, все, ага, пошел, посмотрел, настройки, и, в принципе, это будет такое, ну, можно было бы и посмотреть, да, субтитры, то есть, если вдруг он включит, он уже, в принципе, у тебя видно по превьюшкам, то, что на русском языке много написано, да, и понятное дело, что, ну, русская речь присутствует, а если здесь стоят внизу субтитры, да, вот этот вот такой маленький заголовочек, то есть вот под просмотрами написано там, у меня написано Untertitel, у тебя по-русски стоят субтитры, и это вот будет та самая маленькая фишка, когда человек скажет, о, субтитры есть, заходим. Потому что потом, даже если он по-русски не понимает, он видит субтитры, там просто галочку ставишь на плеере, и, в принципе, круто, да. То есть все, что ты там как-то комментировал на тебе родном языке, оно будет переводиться на язык, который он выберет в субтитрах. Еще одна вещь, которую я тебя хотел бы спросить, теперь я тебя спрошу быстренько. Кроме того, что субтитры, допустим, ты ставил тоже несколько, ты пробовал просто один русский поставить и зайти на твой ролик? Нет? Только русский. О,
Ну да, конечно, я пробовал, я вводил, там была такая, как бы объяснить, такая гаечка, я Да. нажимал русский, да, и, Ну и вот, да, и он прорабатывался, да, и он там есть тоже. вот смотри, допустим, я сейчас включил твой видос Streets of Rage. Бомбическая нарезка. У тебя стоит субтитры английский. Английский, русский и автоматический перевод. Видел такую вкладку? Вот это Да, 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 я видел, самая видел. классная вещь. И я первый раз, когда бросился, такой, да ладно. То есть э, фишка в чем? То, что здесь ты ставишь русский, английский, это хорошо. Сам изначально я на это и намекал, то, что английский язык, вот этот вот, да, там, то есть всемирный и так далее и тому подобное. Но у тебя в самом низу стоит автоматический перевод. Нажимаешь на автоматический перевод, у тебя вылазит новая вкладка, и там языки любой другой страны, которой ты еще никогда не был, да, и выбирай, включаешь, то есть, допустим, вот японский. Нажимаем японский вкладку, включаем твой видос. Сейчас просто что-то не говорит, но вот стоит все. И вот теперь у тебя там по-японски, видал? Субтитры. Понимаешь, в чем прикол? То есть это получается встроенная функция, да, Да, уже, эта то есть функция готовая, но можно. эта функция работает, если у тебя изначально вот эти вот субтитры, которые я объяснял тебе вне стрима, где скопировать, знаешь, вот это вот и прикрепить, как там, я не помню, написано по-русски. Скопировать и изменить там Скопировать, надо, да, 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 копировать да. и изменить должен это как бы Да. Мгм. внести, переписать и подтвердить, что да, я согласен на субтитры и так далее, да. Потому что если ты это не сделаешь, ну, сам видел, ничего нет у тебя. Да, а теперь смотри, сидим сейчас смотрим твой ролик и на японском у тебя, понимаешь, титры идут на японском. То есть без разницы, там японский, мы зайдем, опять же, открываешь, что это колесико, английский и японский перевод. Теперь нажимаем, допустим, автоматически. Видишь, он переводит тебе с английского на японский. На французский нажал, допустим, да. Теперь по-французски у тебя титры есть, понимаешь? Этими титрами ты сейчас добиваешься того, что в любой точке мира, если кто-то твой там ролик откроет, они возьмут под себя титры, именно на которых, ну, на том языке, который понятно этому человеку. Все, пожалуйста. Ну, изначальная точка, допустим, ну, там субтитры, допустим, если, допустим, ну, выбрать там, ну, английские Соединенные Штаты, да, допустим, Да, или, допустим, китайский упрощенный, ну, может быть, там, да, ну, до Китая, там, может быть, как-то достучаться, да. потому что я знаю, что у Китая очень много диалекта, Очень много. и в основном, если они будут читать, то очень мало людей, которые, в общем, не знают вот эти символы. И поэтому, да, лучше я подумал, что лучше я все-таки поставлю упрощенный китайский. Правильно. В общем, вот в этом Да. плане. И если ты ставишь, ну, допустим, ну, я поставил, да, и в конечном итоге, получается же, есть какая-то доля процента, да, что у меня выпадет, допустим, что YouTube выкинет ролик именно на китайскую аудиторию. Конечно. В том-то все и дело. Но для таких вещей, чтобы об этом мы поговорим чуть-чуть позже, как сделать так, чтобы тебя где-то и там засветили. Это я могу тоже попозже чуть рассказать. Эм, Короче, тема с субтитрами тебе понятна сейчас, да? То есть как это все работает, все понял. Больше я к этому можно не возвращаться, правильно? Да, да, и тоже там тоже есть вопросы, в общем, тоже там такие вот там, Просто ну, тебе изначально здесь надо, чтобы субтитры полностью, функция была включена как такова, да. И если эта функция включена, даже если там у тебя будет просто стоять только субтитры на русском языке, у тебя будет все время вкладка «Автоматический перевод». Последняя, да? Ты нажимаешь на автоматический перевод. Когда нажимаешь на автоматический перевод, ты сейчас видишь же канал? Я показываю, да, трансляцию? да, да, я вижу, Вот, я я у тебя здесь. смотри. Африканский, армянский, арабский, Азербайджан, Беларусь, да, болгарский, китайский. Вот китайский есть традициональный китайский, есть китайский простой там, да, и еще всякие английский, немецкий, Дания и все. Вот, то есть смотри, вот сейчас вот, ты даже не знал, сейчас включаю на немецкий,
допустим, я теперь читать могу на немецком, мне как бы уже родном языке, я смотрю и читаю, что там пишет, ну, что переводит, и как бы мне все понятно, знаешь. То есть фишка работает, и это хорошо. Иногда, конечно, когда Олег решил стать учителем, ну, как бы не то чтобы учителем, мы так много кому помогаем, просто вот много чего еще кто, Леха, не знает, и вот это вот все. Серега, здравствуй, Play Games, привет, доброе утро тебе. Александр, мы у тебя, конечно, тоже, я тебе потом покажу, как вставлять субтитры, потому что у тебя их тоже нет. Мало вообще А, у кого не есть. ребята, Задумайтесь об этом. ребята, всем привет. Вахрам, извиняюсь, я тут сам перепутал с утра пораньше. Вахрам на связи, человек только 34 подписки, делает нарезочки, играет тоже в интересные довольно-таки игры, и ссылочку я на тебя в описании, конечно же, оставил, прям в 2 раза даже, одна прям в полном списке ты у меня стоишь, и чуть повыше, чтобы, да, там, можно зайди посмотреть, как у меня сейчас он стоит, я сейчас уже нет, сам, я бы сделал, и сюда. Богом учитель. Да не-не-не, вот ты что, Александр, что ты? Я бы посоветовал к нему прислушаться. Зарош. Хороший. Ну, не то чтобы хороший, просто, как сказать, Серега, здесь все просто, простая фишка. Я как бы чему сам учился, вот, 4 года там, да, то и вам как бы показываю, это ни для кого не секрет, и как бы учиться никогда не поздно. Я сам каждый день какие-то фишки новые учу и смотрю. Вы у меня тут смотрите, я могу наказать, если будет кто-то плохой звук, оформление, плохой свет и так далее. Да, Леха со своими губами придет и не поздоровится. Смотрел вчера, кстати, стримчик этот еще раз, и был у старого подкаст был, кстати, там Алексей Старый и э, Баирович втроем. Но у меня вчера чуть-чуть со здоровьем было, нет, самое, дела были, и я вот и там успел чуть-чуть, и здесь чуть-чуть, но посмотрим. Лех, у тебя еще стрим, конечно же, я посмотрю на ютубе, я видел, ты его уже залил, включим, посмотрим. Молодец, тогда напомнил насчет тайм-кода, пацаны не растерялись, и даже в комментариях уже тайм-коды, я смотрю, стоят вообще четко. Так, ну вот, такие вот дела по субтитрам, то есть первое, что вообще, как бы, да, закрепим это все просто, чтобы вот функция у тебя была, то есть глобальная функция субтитры. Миша, привет, доброе утро тебе, здравствуй. Поставил, супер, да? Я смотрел, но Леха даже не поздоровался. Он написал: всем доброе утро, океан здоровья, всегда здоровается. Здрасте, здоров, Крей. Такие вот дела, так что смотри, ты видишь, и по-немецки можешь говорить, видал с моими субтитрами? По-немецки разговаривает, и где ты говорил уже такой лексикой, которая даже не может переводить за тебя искусственный интеллект, там такие кавычки стояли на ютубе. Такие вот дела. Потому что... Вот, вот ты упомянул тайм-коды, если честно, в общем, я видел их, но я как пользоваться ими, я тоже не знаю, Тебе вот научить честно. пользоваться тайм-кодами Да, ну то есть это вообще без проблем. Вот смотри. я так думаю, то что это как бы, ну, то есть ты по частям разделяешь видеоролик, да, или как, Нет, или тебе не что надо это делить, такое? за тебя это делает YouTube. Да. Смотри, все очень просто. Я оставлю твою вкладку. Смотри, у меня где-то есть ролик один. Я, к сожалению, ленюсь это делать, но иногда бывают большие какие-то влоги, я прям ставлю тайм-коды, прям заморачиваемся. И, ну, интересные какие-то моменты. Сейчас, секундочку. Вот мне кажется, вот про полет бабочки. Сейчас я тебе просто покажу. Сперва визуальный. Вот, нашел. Ура! Работает! Смотри. Так, я не понял, на меня кто-то наехал. Лех, ни на кого никто не наезжает. Всем доброе утро. Привет всем. Он просто, Александр, не заметил, когда ты поздоровался. Так, Дани Битс, привет. Как у всех дела? У всех дела супер. Дани Битс, вот наш молодой
Молодой Данил, талантище по музыке. Данил, привет, привет, Данил, всем привет, ребята. Да, так, смотри, теперь, Вахрам, вот теперь видишь на экране? У меня обрезанный чуть-чуть YouTube. Блин, подожди секундочку. Да, да, он обрезанный, Потому что, получается. потому что я здесь не хотел. Вот так я сделаем. Вот так. Подрежем его в нужную сторону. Такс. Сейчас он отойдет чуть-чуть. Пару, 5 секунд задержка еще. Без задержки никак. Дела отлично. Привет, Дань. Данька, молодец. Завтра у меня, кстати, в комьюнити будет пост как раз-таки в сторону Даньки. Музыкант наш будущее, да, делает биточки, вообще молодец, парнишка. Заходите, подписывайтесь на его канал, ему будет очень приятно. Он много кому из нас помогал, там, спрашивал, там, ему интересно было, то есть в плане тренировки сделать какой-то бит, музыку, там. Пока еще делать бесплатно, обращайтесь, а то вдруг подрастет человек, а потом надо будет деньги платить. Такие вот дела. Опыт. Видишь, теперь Ну, тайм-коды у меня теперь стоят на экране. м, Цифры выделены синим. да, вижу. Просто, смотри, просто делается такая вещь. Допустим, я когда вот такой ролик делаю, э, ты ролик готовый заливаешь на YouTube, и ты знаешь определенные места. Записываешь именно время, вот здесь вот плеер у тебя, да, есть на YouTube, где твоя таймлайн, где вот эта вот идет полоска. Там, допустим, стоит, вот сейчас я остановил ролик, и у меня стоит 3, двоеточие, 0,8. Именно так. Мага Гелендваген Drift Channel, которому я уже пытался, наверное, 50 раз объяснить, до сих пор еще так и не понял. Получается, а у меня Олега нет, разделения на кадры. Сейчас будет Олег, сейчас вернется. Именно вот здесь время, на котором я остановил. Первое время перед слэшем, видишь, стоит 3, двоеточие, 15. Заходишь в описание, пишешь то же самое время, что там есть, потом один пробел, и потом пишешь, допустим, да, вот сейчас мы сейчас это сделаем прямо на твоем канале, чтобы тебе было прям, как сказать, проще запомнить. Мы сейчас прямо во время стрима это на твоем канале сделаем. Вот увидишь. Вот оно получается, ставишь, допустим, время вот. Надо, вот здесь стоит у тебя на тайм-коде на ютубе, на плеере, без нуля ты сделаешь с нулем. Допустим, когда 8 минут, 0,8, двоеточие, 18, то есть 8 минут 18 секунд. Потом пробел, потом можешь делать там минус, плюс, я не знаю, но у тебя должен быть после подцельной цифры пробел, чтобы искусственный интеллект понял, что это тайм-код. Именно где 2 числа, двоеточие, 2 числа. Понимаешь? Бахрам? Да, я здесь. Ну, тишина, слушай. Нет, я понимаю, Вот но я здесь, смотри, допустим, у меня ролик здесь, который 24 минуты. И здесь получается, у меня тайм-коды все они двухзначные. То есть 2 числа, двоеточие, 2 числа. Если у тебя ролик, соответственно, переваливать за час, тогда тайм-код шестизначный. То есть 0,1, двоеточие, 20, двоеточие, 20. Да? То есть час, 20, 20. Вот такими темами это идет. И потом, когда ты вот это вот сделал в описании, закрепил, сохранил. Вау, чат, вообще шикарно. Ребята, блин, я сейчас секундочку. Я даже чат, мне теперь надо прочитать, и извините. А вдруг у кого-то денег нет? Санек. Да, приветик всем. Наталья, здравствуйте. Всем приятного просмотра, отличного настроения. Наташа, привет. Да, Наталья, вам доброе утро. Пуля заходила. Пуля не заходила, она, скорее всего, или на работе, или еще где-то. И не Саня, эти два имени с детства мои любимые. В каком смысле, это уже другая история. Так, Алёха. Леха. Так, вот смотри, у меня сейчас описание, да, они синие выделены. Я вот ставлю, допустим, 2 числа, время, которое мне понравилось, какая-то шуточка есть там, или какой-то интересный момент именно в видео, да. YouTube потом сам это по полочкам раскладывает для тебя. То есть ты пишешь в описании вот такую вот технику, да, там, допустим, 2 числа, двоеточие, 2 числа, пробел, не забывай пробел. Нельзя тебе после 4 числа сразу что-то писать, иначе это как тайм-код не засчитается.
Потом пишешь, что ты хотел, какую-то мысль донести до человека. Есть потому, что, ну, много из нас ленивых, они просто вот так крутят в описании, а у тебя есть какие-то там моменты, я вот как написал, несколько моментов. Кто-то пишет тайм-коды, кто-то еще что там ставит, я не знаю, это на вкус и цвет товарища нет. Нажимаешь потом просто вот, когда у тебя будет описание готово, когда все уже залито, нажимаешь, смотри, вот сейчас у нас 3:15, да? Нажимаем, допустим, музыка всегда со мной, я написал. Нажимаю 10:10 на точку, и у меня автоматически на 10:10 уже в этом месте перепрыгивает плеер. Все. Проще нет. Это вообще просто... Я это видел один раз у человека, такой думаю, блин, а как это он делает? Я посмотрел. Раньше, до последнего обновления на Ютубе, у тебя, когда тайм-коды выставлял, вот здесь вот прям на таймлайн, на красной полоске, прям отделялись они кубиками, когда что-то ты вот так вот выделял сам. Да, то есть, если у тебя тайм-коды были прописаны в видео, они здесь были выделены. Сейчас это почему-то YouTube перестал выделять, но есть еще одна штучка, то есть тайм-коды здесь хорошо, мне кажется, в мобильной или в мобильной версии, или в какой-то, или как-то на компьютере надо было крутить, то есть была такая вкладочка, то есть когда все ты прокручиваешь описание, и потом у тебя по отдельным тайм-кодам такие кубики стоят, как капитель, да, но это надо тебе в настройках под видео, допустим, ставить, что ты разрешаешь показать YouTube капитель, определенные кусочки, он иногда, как бы, знаешь, YouTube, он по картинке, по вот этой, он сам разбирает твой ролик на тему. И с этими тайм-кодами ты еще раз это делаешь. Это вот фишка, вот она существует то ли 4 месяца, то ли 5 месяцев на просторах здесь, да. А вот и зомбачок. Здравствуй, Андрюха. Что с хромакеем? С хромакеем пока ничего хорошего. Он лежит в коробке, как я его купил. Я его так и не поставил. У меня руки не доходят. А сейчас только вообще одна рука, вторая так в воздухе. Юля, тебе тоже доброе утро. Хромакей почини. Нет, он просто... Это не хромакей, это через виртуальную программку. Она вот так вот иногда, ей света не хватает, и начинает у меня футболка пропадать. Хромакей лежит, я говорю, в коробке, еще раз повторяю. На днях, как все будет нормально, я обязательно сделаю. Вот. Тогда почему нет порезанной полоски на дорожке? Я сам этого не знаю. То есть у меня было раньше такое, что было порезано. Сейчас тайм-коды есть, ты нажимаешь, они работают, но больше не показывает. И это пока необъяснимо. Но если они появятся в течение недели или там, я не знаю, сейчас видос уже, конечно, уже у меня уже почти 3 недели на канале залиты. И я, скорее всего, думаю, что они просто вот эту вот порезанную полоску отсоединили. Но, по крайней мере, у меня тайм-коды стоят в описании. Я сейчас, ну-ка, зайдем в обработку видео. Сейчас попробую кое-что. Может, у меня капитель этот выключенная фишка, хотя я не думаю. Нет, у меня капитель, вот, галочка стоит, на капитель есть автоматически, да, значит, что-то другое там. Я не знаю почему. Так, именно. Но я видел у людей, где показывало прям именно, что вот, порезано там, да, именно вот эти тайм-коды. Сейчас оно у меня не пишется. Я уже пробовал несколько раз. По крайней мере, в описании теперь ты нажимаешь на вот это число, и твой ролик автоматически таймлайн перепрыгает в то место, которое ты здесь в описании поставил. Вот такие вот дела. То есть, в твоем случае у тебя такие моменты, вот как вот на последних роликах, да, где вот там горело, да, вот серьезная нарезка хэштег 3, да, допустим. Вот, самый хороший тебе живой пример. Заходим, показать больше, у тебя есть хэштеги именно для, ого, тут много их как чересчур. Теги такие, теги и такие. Понятно все. Уже в интернете прочитал, где чего настраивать. Но иногда чуть-чуть лучше не дописать, чем переписать. То есть здесь в описании можешь как раз таки вот зайдешь в описание, допустим, обработать видео, да, и так же самое у себя на видосе, допустим, определенный какой-то момент нашел, где горит, там, допустим, пишешь в описании там 4.04, двоеточие 0.8, пробел один раз, и потом пишешь, горит там, допустим, одно место, да, 5 точка. Все, сохранить, и у тебя получается потом тайм-код. То есть, когда зайдет человек в описание, он увидит это число, нажимает на число, и он автоматически в плеере на этом месте, где у тебя горит.
Доступно объясняем? Да, все верно, все я Да. Ну, я понимаю, имею в но виду просто, ну, на будущее тебе попробую. Если будет интерес, у тебя ролики не часовые, на 17-минутном ролике, я думаю, там 5 тайм-кодов поставь, где прям... ну просто вот этой вот рамочки, вот эта вот, которая у тебя находится, вот если от меня, то она находится справа, О, да, Леха, Леха. но такой у меня нету, в общем, Какой рамочки имеешь в виду? Вот это вот с диаграммой? да, 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 Ну, эта да, вот. рамочка, об этом мы попозже поговорим. Я Мгм. понимаю, что у тебя ее нет, она у меня есть. По этой рамочке, смотри, я могу по этой рамочке, я вижу все твои статистики продвижения по этому ролику, видишь? Мгм. Какие теги ты поставил, сколько твоих подписчиков, просмотров, канальные теги, я здесь все вижу по этой рамке. М. Это Мгм. называется VTIQ. Если ты не слышал об этом, можем И попозже. нет, я слышал, но я просто не знал, Об как этом мы ее можем использовать как-то во попозже благо. поговорить. Вот, модеры, банти-реклама, брызги пошли. Юля уже смеется. Да, есть такое. Алексей, благодарю тебя, спасибо за это. Серега, всем привет. Здравствуй, Сергей. Парагос, зомби, ё-моё, сколько вас всех. Юля, я обязательно, конечно же, вернусь к твоему, как сказать, премьерке. Обязательно посмотрим. Об этом никто ничего не забыл. Я, пока мы здесь включили стримчик, настраивали, и я такой, ну ладно, у меня Ну, компьютер. еще, я думаю, еще стоит рассмотреть, смотри, когда ты заливаешь видеоролик, последняя функция подсказки идет, допустим, да, и, допустим, там нужно будет указать, допустим, какое видео, то есть советую, то есть, может быть, какой-то, вот, допустим, ну, человек, зритель, да, там, зашел, посмотрел, дошло, ну, допустим, до конца, и в раз и выпустились вообще в рамочки обложки, потому что, ну, много ребят, которые, А, возможно, и этого не знают. То я-то это да. делаю, да, в конечном итоге, но просто вот расскажи поподробнее вот про эту функцию, пожалуйста. Функция такова тоже она от Ютуба, в принципе, чем она хороша, эта функция. Я вижу, что мало кто ее пользуется, но я и вижу тех же людей, кто ей пользуется. Потому что если ты сможешь до конца. Так, Олеж, я кое-что прорекламирую. Ну, только не брызгай в чате, а так можешь рекламировать, конечно же. Тебе можно. Так, функция простая тем, то, что у тебя есть там два, как сказать, варианта показать видео. Первый вариант это ты заходишь, делаешь на автомате. Я не знаю, как она по-русски называется. У меня написано обшпан. Как она на русском языке называется? Там, короче, где ты имеешь субтитры справа стоит инфокарточки снизу, в самой третьей. И посередине вот этот вот. Я не знаю, как она по-русски называется, как вкладки какие-то, да. И получается, или ты берешь на автомате, выбираешь просто рамочки, размер, или берешь канал и берешь плейлист какой-то там, или выбираешь видео. Или же ты Вот, прям реально настраиваешь, ты можешь вплоть до того, м, что выбрать именно какой видос в рамке, чтобы показался. Тоже можно сделать. это да, это я знаю, но, в общем, когда в начале там все-таки есть функция подсказки. Да, И вторая, ты можешь выбирать, допустим, какое видео высветится у тебя на экране, чтобы люди его посмотрели. То есть какой-то, по возможности, может быть, они пропустили. То есть, допустим, ролик понравился, посмотрите, допустим, вот тогда, в общем, в прошлый раз я, допустим, ну, сделал там такой-то ролик, да, да. вот. О, Серега, здравствуй, добрый день, Resident Games. Здоровайся, присаживайтесь. Всем Да, привет, я вот привет. открываю, вот я сейчас открываю вкладку Ютуба. У тебя есть первые субтитры, потом идет вкладка, у меня называется, видишь, обшпан написано, я не знаю, как он на русском называется, и потом идет карточки. Галя, здравствуй, ура, злая Галя, я сколько лет, сколько зим, я тебя уже, наверное, месяц не видел, Галюся, здравствуй, надеюсь, у тебя все хорошо. Вот у тебя карточка, здесь такой информацион, такой в кругляшке, да. Здесь ты можешь зайти и выбирать
по времени, там, да, мне здесь ничего еще не выставлено абсолютно. Вот вам живой пример, потому что еще видос он свеженький, как бы, да. Допустим, здесь ты можешь выбрать по времени, также двигаешь этот бегунок на таймлайн, ставишь, допустим, время и заходишь на плюсик видео, или плейлист, или канал. Ты даже можешь показать канал, да. И вот эти вот вещи, которые ты здесь ставишь, они потом позже будут, когда видео готово будет, в самом низу под видео, под капителями тоже будет. Если ты здесь это все настроишь, все там высветятся. Эх, засела в траву на ютубе очень редко. Галя, а зря. Мы тебя рады всегда здесь видеть. Я на траве только стримы, если делаю, только как раз таки по игровым. Сейчас пока играть не очень. У меня тут чуть-чуть занята рука правая. И левой рукой вот проводим какие-то стримчики. Резидент, привет, я тут отбегал. Всем здравствуйте. И Василий здесь, Серега, Леха, Костерик тоже здесь. Доброе утро и тебе. Так, рамочку видишь, да, сейчас в данный момент? Смотри. Да, Вот, я допустим, вижу. поставил. Тебе надо вот, когда ты зашел в эту вкладку, это информация. Это вот, сейчас выйдем отсюда еще раз. Вот, допустим, ролик. У тебя вот 3 штучки такие здесь. Субтитры. Это я не знаю, как называется по-русски там. И поправляйся. Да, спасибо большое. Постараемся. В четверг узнаем, что мне скажут насчет компьютерной томографии. Видно будет. И информация. Такой, значит, значок в кругляшке с информацией. Самая классная вещь тоже. Меня Вот как раз вот эта вот функция. И Да. там еще, если не ошибаюсь, у тебя снизу третья функция — это подсказки, по-моему, да, находится. Ну, это есть третья. Вот я на подсказке. У меня написано инфокарта. Ну, Ну вот, наверное, по-русски, оно наверное, и называется подсказки. Вот смотри, посередине здесь как раз-таки обшпан. Это вещь, которая в конце ролика твои 10 секунд показывает, да? Или 15. Подожди, сейчас нажмем. 18. Сколько там секунд? Да, в этом... Вот, Ну, да, вот эта штука, да, я вот так да, вот её здесь настраивал, да. Здесь она чем классная? То есть здесь заходишь на эту штучку, это под вторым, как она там называется по-русски, поправь меня, я не знаю, у меня написано шпан. Здесь ты выбираешь элементы, реально прям. У меня есть, допустим, если я большой видос делаю, у меня в конце я делаю как аутро, то есть когда видео заканчивается, у меня есть там такой подписка, все, мне сделала одна девушка, это графическая, ты можешь это вообще красиво сделать. То есть такой же квадратик подогнать на видеомонтаже, прилепить в конце ролика, там 10 секунд, не забывая. К нам возвращается... О, Леха, это прям очень хорошо. Я по Илье соскучился, уже прям по коопам совместным, блин, уже просто пообщаться. Я надеюсь, что он вернется, все будет хорошо. И надеюсь, что у него все хорошо. Илюха, если увидит этот стрим, ему огромнейшее, прям здоровый привет, прям возвращайся. И это прям чудо, это, конечно же, чудо. Так, вот, смотри. У тебя есть, допустим, выбор, да? Первый канал и второй плейлист. И здесь ты прям в мануале прям можешь передвигать, допустим, канал, плейлист, и потом здесь на карандашик идешь мышкой и выбираешь, какой тебе плейлист, чтобы там отсветился. То есть я сейчас вот взял плейлист, тест-драйв, там как раз канал мой. Канал, можешь, здесь такая есть тайм-код, вот у тебя идет даже не 10, я извиняюсь, я сказал 10, 20 секунд показывает вот эта вот штучка, да, вот эта вот полоска длинная. То Ну есть, да, она советует, какое видео ты можешь сам выбирать, да, в общем, из списка. советуют видео, ты можешь канал показать, то есть твой канал. Ты даже можешь сюда ставить канал какой-то другой, не обязательно твой. Вот это весь и прикол, смотри. У тебя вот так вот прям на канал клик. То есть, Ты можешь подсказкой, да, да, отправить. да, теперь, допустим, у меня остался, смотри, я убрал его, видишь, канал нет, остался только плейлист. Делаем вверх, двигаешь как хочешь. Пока рамка синяя, это все в порядках разумного, да. Теперь просто плюсик у тебя образовался в пустом месте, видишь, от мышки. Один раз нажимаешь на плюсик, у тебя выходит рамочка, видео, плейлист, подписка или канал. Нажимаешь на канал и пишешь, допустим, да. Вот, смотри. Что мы пишем? Любой какой-нибудь канал, я не знаю, что мы пишем, вот драйвер. Просто я сейчас напишу. Тут вот каналов там много очень разных. То есть я вот список ты пишешь,
Название-то на одном названии много разных есть, да, всяких каналов, разные подписчики. И ты уже тут по картинке, конечно, должен твой выбрать, который ты именно считаешь нужным. Любой абсолютно я нажимаю, то есть, видишь, даже это не мой канал, я все равно могу его показать. Повторите, пожалуйста, установил субтитры. Посмотрите, теперь есть у меня. Да, Александр, сейчас я покажу здесь пару фишек. Зайдем на твой канал, обязательно посмотрим насчет субтитров. Так, ну, до этого момента все просто, да, в принципе. Да, да, Ничего все. сложного нет. Видишь, единственный здесь нюанс в этой всей теме, у тебя вот здесь, видишь, красная рамка сейчас горит. И снизу на Да, таймлайн у тебя две да, полоски. да, я вижу снизу горит красная, да. Да, и пока она красная горит, у тебя здесь сверху сохранить вкладки нет. Я поначалу тоже думал, что за беда такая, что я неправильно делаю. У тебя вот здесь рамка красная. Один раз кликнул, да, и у тебя там 60 символов есть. Просто пишешь что-нибудь, и вот это, что ты там пишешь, оно у тебя здесь потом позже будет отображаться рядом с каналом. Вот здесь. Тогда оно будет работать. И канал должен какое-то сообщение отображать. То есть я пробовал, так даже свой канал вставляешь, и какое-то сообщение, там, допустим, я писал, там, допустим, свой канал поставил, там, подписка, там, или, пожалуйста, или спасибо за подписку, или еще что-нибудь такое, да, там, выбираешь язык, который тебя устраивает, и вперед. Это вот именно все вот по второму, вот карандашик второй, это получается вторая вкладка, смотри, у тебя есть, видишь, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 разных наборов, да, то есть ты можешь поставить вкладку одно видео, один плейлист и одна подписка. То есть видео, нажимаешь прямо на вкладку видео, загорается синим вот этим кубик. Потом у тебя есть посередине включенное, да, автоматически загруженное видео. То есть автоматом YouTube выбирает рандомно подходящее видео с твоего канала, которое в самом лучшем стиле подходит именно под это видео. Сверху, верхняя вкладка, последнее загруженное видео будет показываться здесь, да. То есть, кто человек посмотрел вот этот видос до конца, и видео заканчивается, и на этой вкладке после этого видоса еще, то есть, самый новый какой-то. Может, это уже видео, допустим, знаешь, как интересно, если вот это видео уже будет 2-3 месяца, и в конце этого видео все равно на этой вкладке будет самое актуальное видео показывать. Вот в чем фишка. И третье, в самом низу, кнопочка, ты выбираешь прям реально, какое видео, прям, да, прям именно видео ты выбираешь. И самое, не пугайся, когда открывается большая вкладка, и здесь все твои видео, но ты как крутишь вниз и понимаешь, что видео-то не все, просто он показывает последний вот этот определенный список 30-35 видео. То есть тебе можно сверху прям написать в поисковике название твоего ролика, который ты делал год назад, и оно там отсветится, ты на него нажимаешь и перенимаешь вкладку. Вроде все просто, да? Да, да, тут все вроде все в порядке, но, к сожалению, допустим, то, что у меня, допустим, рамочка вот эта вот, где у меня, потому что у меня она слетела, то есть у меня там серое окошко, пока что серое окошко. Дальше я там не знаю, что там будет. В Разберемся. общем, ладно, да. Да, то есть это было по этой. Теперь я хотел бы показать тебе именно по карточкам вот этим. Вообще классная вещь. Так, где Лой? Так, кстати, да, Илюха вчера неожиданно заскочил ко мне на стрим, и мы с ним поиграли и поговорили. Серега, это же очень хорошо, я у тебя тоже был, но, блин, Илюху, к сожалению, не застал, но мне нужно было принимать медикаменты. Все по ним соскучились, по Илюхе, у него все хорошо, скоро вернется он. Это очень хорошо, прям очень хорошо, пусть оно так и будет. А вот и Пуля. Пулю спрашивали. Кстати, тебя Даня Бит спрашивал. Привет, Олег, отличного всем настроения. Большое спасибо всем Привет, ребята. вам за это огромнейший актив, участие в стриме. Чем сможем, тем поможем, как говорится. Так, теперь мы открываем вот эту вот вкладочку, вот где информационная такой в кружке. Она, видишь, такой инфо. Нажимай на нее. У тебя она называется подсказки, ты говорил, да? Да, на Да, подсказке да, называется. здесь у нас, видишь, информационная и карта. И теперь здесь у тебя есть также самое видео, плейлист, канал.
Теперь-то, допустим, я сейчас частенько стал прям по плейлистам, потому что в творческой студии я увидел, что прям вот эти плейлисты, они прям в конце видео на них нажимают, кто-то все-таки пользуется ими, смотрит, и они начали работать. И из-за этого я всем говорю уже тоже последние несколько недель, не забывайте делать плейлист. Когда у вас много контента, море контента, плейлисты ваши, они вам помогают в продвижении. Опять же, вот я в конце ролика, вот, допустим, вот сейчас прям настраиваю мой оригинальный ролик. Я вот, допустим, вот ставишь, когда ты заходишь на эту штучку, видишь, нажимаем на карандаш, и у тебя теперь иголка, вот этот вот, она стоит в самом начале. То есть по нулям тайм-код, и это ничего не даст. Теперь надо вот так мышкой берем, левую кнопку так раз, какое-нибудь время так вот так набрал. Так, сейчас у нас стоит 2, 30, 12. Или здесь сам можешь поменять сам на мануал. Потом нажимаем на плюсик на плейлист. Всем привет! Да, Галя, кстати, не пугайтесь, она не такая злая, она очень добрая, отзывчивая. Галя всегда общается со всеми в чате. Так, и теперь, допустим, берем, нажимаем 20 лет спустя, плейлист есть. Есть теперь время, я могу еще дописать какие-то вещи, две рамочки есть, тизеры, да, небольшой текст, небольшое сообщение. Вот здесь справа у тебя будет отображаться, на компьютере можно будет нажать, на мобильной версии у тебя под роликом ниже будет капители прям раскиданы такими кубиками после ролика. И ты можешь на них отдельно нажать, на эти вещи, которые мы сейчас с тобой настраиваем, на подсказки, да. Теперь у тебя, когда ты здесь все сделал правильно, у тебя здесь такая синяя штучка появилась, видишь? Мгм. Теперь, Да. чтобы ничего не намудрить, просто мышкой берешь, дальше отходишь и нажимаешь еще раз. Теперь у тебя новый тайм-код. Если ты на этом же месте останешься, где сделал, начнешь опять карту вставлять, он захочет переписать ту, что у тебя уже есть. И это такая маленькая загвоздочка. Тебе надо именно вот в мануале передвинуть, да, нажал еще раз на новый тайм-код. Новое время у нас 5:48. Нажимаем плюс карточка, плюс плейлист. Выбираем, у меня есть тоже стрим, нарезка, плейлист. Нажимаем, второй бегунок готов, синенький опять. Натали, приветики. Так, берем теперь опять, перескакиваем дальше, допустим, 8:05, тайм-код 8:05:08. И опять заходим на плюсик. Теперь я за место плейлиста прям на самую верхнюю видео. И любой прям видос прям так берем. Хоп, нажимаем. Потом это будет как бы отдельная карточка. Что я сейчас настрою. Потом позже ты нажимать будешь прям на эти места или на эти плейлисты заходить. Так, еще раз плюсик, плейлист. Допустим, драйвер хорошо смотрелся. Еще здесь. У тебя 5 подсказок ты можешь делать. 5 штук. Причем без разницы, какой ролик, 5 штук подсказка. Так, ну вот и все. Теперь у меня получается 1, 2, 3, 4, 5. Все есть. Сверху справа сохранить. Все, по карточкам мы определились. Здесь я еще не определился. Я вот так просто нажимаю. И все. Я сделал автоматом. В принципе, вот здесь я могу еще, конечно же, выбрать какое-то определенное видео. Вот так, как сейчас сделал, допустим, да. Время выбираешь. Вот эти вот штучки, 20 секунд, то есть таймлайн, ты их можешь менять. Смотри, делаешь синим, видишь, у тебя загорается окошко и таймлайн синий. Нажимаешь на второе окошко, у тебя этот таймлайн. Ты можешь вот так сделать, чтобы одно окошко чуть загоралось позже, чем другое. Передвигать, то есть по времени. То есть сперва будет первое окошко, пройдет там 6-7 секунд пройдет, загорится второе окошко. Вот так вот здесь. Нажимаем опять справа вверху «Сохранить». То есть вы уже более-менее настроили. Вот эти все пункты настройки, это опять же, когда видео закончится, тебе вот люди, что перешли на твой другой контент. Так. Так, ну по этим пунктам разобрались. Да, было очень интересно, познавательно. Да. Причем самое... Олег, посмотрите, пожалуйста, субтитры, за что это, что не забыли. Александр, напиши, на каком... А сейчас, в принципе, зайдем. Секундочку.
Не-не-не, все нормально, Александр. Сейчас, секундочку. Я просто показывал, чтобы потом лишних вопросов не было. Насчет VTIQ мы как-нибудь попозже поговорим, потому что это отдельная тема. Сейчас сперва с оригинальными фишками YouTube разберемся, чтобы не было потом вопросов таких. Какие у тебя еще есть прям такие вот, знаешь, что-то такое, вопрос прям есть какой-нибудь, чтобы ты сказал, да, вот именно вот это я хотел бы сейчас знать. Ну, ты упомянул тогда, в общем, да, говорил, допустим, то, что видео, допустим, есть интересные штуки, когда, чтобы люди не выключили видео, когда первый раз, когда смотрят, допустим, там, ну, Ну что-то, это да, что-то. это уже фишки монтажа, Тоже монтажа, да, но это да. значит уже другой какой-то, да, выпуск, может быть, да, Да, то это мы есть. можем сделать именно по монтажу поговорить. Александр, я не вижу у тебя субтитров, если честно. На каком-то ролике их сделал? Их нет. Возьми, Саня, возьми ролик, который у тебя был неделю назад. Зайди, неделю назад, который у тебя ролик был. Алина, здравствуй, доброе утро. Ролик у тебя был неделю назад, называется Зома. Стрим, часть хэштег 2, стрёмно под водой. Нам привет, и всем, кто находится в чате, всем привет. Да, всем привет, с нами Вахрам. Чуть разбираем тут несколько штучек по Ютубу. Да что ты будешь делать опять? Это же что такое? Леха, тут какая-то штучка опять он повылазила. Непонятная. Ты в курсе? Заходи, Зома стрим, часть 2. Делай субтитры, нажимай на этом ролике. Посмотри, чтобы у тебя там стоял русский язык в субтитрах. Нажимаешь, как там, копировать и сохранить, правильно? Или как переписать? Да, там копировать и сохранить, а если там добавить, то значит Да. он не обработался, Да, типа. Александр, пиши, нажимаешь на вкладку, справа будет стоять копировать и сохранить, а где зайти в творческое студию? А, подожди, стоять. Раз уже до того дошло, раз уже такой пошел сыр-бор. Субтитры, смотри. Вот, у меня самому надо делать. Смотри, прямо сейчас смотри на стрим. Александр. Леха сверху, Леха в чате, он там брызги какие-то. Это что за дела такие? Александр, и вот сейчас смотри на стримчик мой. Справа, вот здесь, допустим, слева карандашик под видео в творческой студии. Потом идет аналитика, комментарии. И потом после комментария стоит субтитры. Нажимаешь на субтитры вкладку. Видишь? И теперь стоит, допустим, русский автоматический. Справа стоит копировать, там, да, как мне, обработать или как копировать и сохранить. По-русски должно быть. Нажимаем копировать, сохранить. Ждем. Когда вот такой текст появится у тебя, Александр, когда вот такой текст по твоим видео появился, тогда нажимаешь опубликовать, мне кажется, по-русски там стоит у вас в студии. Текст видишь, потом нажимаешь справа, в верхнем углу, в синим прям горит, опубликовать. Нажимаешь, и загружаются титры твои. И когда ты все правильно сделал, Александр, стоит русский и в скобочках язык видео, и второй русский автоматический. Тогда все четко. Тогда у тебя субтитры пойдут. Тогда, то есть, если вот так у тебя есть, другой кто-нибудь зайдет на автоматический перевод, и можно будет посмотреть, как Александр проходит стрим на любом языке мира. Все просто. Видишь, я вот этот видос как раз взял, который сам день назад делал. Не видишь? Сверху там какие-то вон... вот я сейчас сам уберу. Сверху тут девушки были какие-то мокрые, непонятные. Что ты будешь делать? Вот эти боты, блин, будь они неладны. Все нормально. Медведь, привет. Миша, Алена, приветики. Прекрасно, очаровательно, да. Да, я очень рад, конечно, что Илья возвращается. Прям очень сильно рад. Так, Александр Бархатов, рассказывай. Нашел? Сделал? Титры мы сейчас проверим у тебя на канале. Обновим. Когда титры будут работать, соответственно, вкладка у меня будет здесь тоже показывать на канале, и я это увижу, и все будет норм. У меня в чате нет, но у меня видел, я стер все. Я стер. Все хорошо.
В следующий раз будут, сразу их там прям по хребту им ключом. Так, Вахрам вот прислушался, сделал. У тебя вот, правда, 13-дневная нарезка. Титров здесь нет. 39-19. Ну, ничего страшного. Но много где стоят титры уже. Это уже хорошо. То есть есть титры. Там, где нету субтитров, я, к сожалению, как объясниться, Да, напортачил. да. Потом он сказал, пиши сам, да? Напортачил, ну, я напортачил вот в этом, где вот это вот, да, первое, Скопировать? да, которая. И там, в общем, я удалил, в общем, то, что автоматом, короче, YouTube это. Просто Ай, там так случилось, я когда субтитры ай, ай. все сделал, да, ай, да, действительно, ай. 39 минут контента, да? Ну, это тебе будет уроком, как бы, да? Это как бы Да, век да, живи, да, век учись. Ты сейчас да, ну сам подпалился а я, чуть-чуть сам. а я увидел, то есть то, что субтитры бывает просто вот они так скоростями вот так вот просто выдает, да, Да, и да, просто робот, он сбил, короче, все вот это вот. И я хотел как-то вот это вот наладить, но, к сожалению, да. да. Ну ничего, ну ничего. Да, всем огромнейшее спасибо, все, кто присутствует. Благодарочка прям нереальная за вашу активность в чате. Все молодцы. Я не ожидал, думаю, ну сейчас, может, на работе, там, ну, в такое время суток. Прям супер за ваш актив. Всем рады. У всех тоже присутствуем на стримах. Я говорю, вот последние дни, я вот вчера даже показывал, сидим и, соответственно, очень часто повторять слова разговор, то, что у вас написано в описании про игру. YouTube лучше любит слушать и распознавать. Олег, а можно это мы, ну, как-то, ну, как объяснить, ну, Да, поговорим там, ну, я просто себе тогда рассказывал, то, что да, я да, да, хотел конечно. зрителям там рассказать, ребята, если вы видите то, что в нарезках там, да, там, ну, бывает так, горю там, да, вот это шутки, все такое, ну, да, ну, под горением, да, такое бывает, но Да. если я связан в чем-то, как с каким-нибудь интервью, я прекрасно представляю, что это все идет как бы на, то есть ну, на обозрение, люди смотрят меня. Я никогда, ну, не проматерюсь. То есть я держу себя в руках, вот. Вот такие вот дела. Молодец. И в видеомонтаже я немножко, ну, знаком, ну, сколько, ну, вот я учился на него, да, ну, пытался там, ну, как бы работать там дома, там, и так далее. Но были такие моменты там, ну, то есть у меня был такой сложный заказчик, да, он там Apex Legends играл. М, Вот, там были такие у него материалы. Ну, я все-таки ему все собрал, но я не мог ему пересобрать, потому что когда он что-либо говорил, м. а, у него было очень тихо. Я говорю, ну, чувак, ну ты настрой, пожалуйста, микрофон там в АБС, господи, ты тебе децибелов-то прибавить что-то не можешь, что ли? Ну, хотел сказать, конечно, ну, Да. ладно, это пускай его путь. И в конечном итоге 2 ночи я делал ролик. Делал. Ну, немножко, может быть, там какую-то копеечку, может, я получил там. Но я получил, я тогда припоминаю, то, что все-таки получилось. Да. Но в дальнейшем сотрудничества у нас никакого не вышло, в общем, да. И, к сожалению, что очень жаль. Ну, видеоролик я собрал. Я даже потрудился собрать ему. Ну, было представление на фоне хромакея. Я собрал его изображение, то есть в хромакей, чтобы, в общем, фон изображения был точности, как бы, чтобы он был, короче, виден, в общем, ведущему. То есть ведущий с фоном, ну, он бы хорошо смотрелся. Ну, он, конечно, начал меня: «Эй, Вася, то сделай, Вася, то сделай». Да, 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 да. Вот, и вот это вот в видеомонтаже, это вот такая вот печальная вещь, то, что бывает, и что к людям относятся, ну, не по-свойски, скажем так. Нет, нет, нет. Да, я сейчас хотел бы, коротко так, извиняюсь, я тебе на секундочку, да, отойдем от темы. Александр Бахатов, смотри, все просто, пипец. Не, все хорошо, ты за это не парься. У тебя еще не 1000 видео, как у мага Геленфагена, или не 2000 видео. У тебя их там мало еще.
Просто смотри, мне нравится было злой мат, просто бесит такие люди. Да, смотри, тебе, короче, Вахрам, тебе Леха предложил, пиши хэштег, как у меня, почти без мата. Он пишет хэштег. Леха, в принципе, очень так уютненько стримчики у него проходят. Мат как таковой сильно не присутствует, но иногда пролетает. Когда Вахрам делает нарезки, я зашел, и я первые разы тоже такой, ничего себе, типа, да. Но это его такой стиль. Надеюсь, в будущем будет меньше. Просто, как сказать, возьми это себе на заметку. Ну, я не знаю, но это твой, конечно, контент, твое мировоззрение. Просто я говорю, как бы сказать, не, знаешь, лучше будь самим собой. Ну, и как вот сейчас мы сидим, нормально общаемся. Просто в будущем, просто больше юмора. Юмор, он всегда пробьет все стены. А именно, как сказать, не наигрывай, потому что потом, когда что-нибудь будет, какой-то другой контент, или у тебя что-то будет не так идти, и это будет уже тяжело. То есть постоянно вот этот в какую-то роль входить, да, ну, то есть, как вот у меня, посмотри, я пару раз там я видел некоторых, кто-то пробовали, это все приведет ни к чему, потому что рано или поздно, ну, аудитория поймет, зрители, они не такие глупые, как кажется, да, потому что вот эти вот, когда ты вот постоянно наигрываешь, и когда-нибудь у тебя будет настроение не то, ты уже не сможешь как-то вот так вот преподавать, и начнутся вот эти первые вопросы, а что с ним не так, а что случилось, понимаешь, о чем я имею в виду? Ну, я не могу объяснить этого, то есть я не знаю, может быть, это сейчас маска такая, то, что я без... Ну, я У тебя говорю во обычно время, нет, во нормально, время да. игры вот эти вот живые эмоции, Да, пиши да. хэштег живые эмоции, или вот Леха тебе предложил, пиши хэштег почти без мата, прям ставь его в описании, не стесняйся. Мат нужен в тему, вот, он должен быть добрым, когда мат злой сапожник, сорян, я такое смотреть не могу, слушать не буду. Да, это не для каждого зрителя, скажем так, и я его Ну, по... Парагас, я не знаю, он как-то честно меня оценил или нечестно, просто он тогда тоже написал комментарий. Тоже, ну, как бы, Ну, то, что многовато было для вроде... начала, потому что Ну, еще то, он... что, ну, то, что нарезочка, ну, говорил, то, что хорошая, интересная, и тут так вот получается, то, что типа, как Фарагас написал, ненормативная лексика, не люблю, т-т-т, вот это вот, то есть как Но бы... он, да, потому что мы, как сказать, он умеренно, да, то есть не то чтобы... Ну, э, нет, ну, умеренно, да, но потому что я все-таки как-никак, там же не это, не постоянно же это там все. да. Это да. Так, я еще неправильно произнес Фарагос, говори, Фарагос. Алексей, Леха, просто Леха, короче. Леха он вот такой у нас. Александр Бархатов, короче, к тебе такое дело. Смотри, стрим я сейчас твой включил. Ты разговариваешь у нас Я, на немецком, прям без запиночки. Смотри, я быстренько. Александр, ты в чате? Напиши мне плюс. В чате нет, чтобы я не рассказывал в воздух. Смотри, все очень просто. У тебя сейчас субтитры есть на игре Сома. Просто игры, которые постарше, не ставь. Александр, не ставь субтитры на видео, которым 2-3 дня, а а которым я, уже ска- больше, чем а 3 я, дней. а я сказал Фарагос, все вроде нормально. Да-да. О, понял, да. Как это? Именно на видео, которым больше, чем 3 дней, чтобы там у тебя стояло скопировать и... Как там, изменить его, да? Скопировать и изменить, вроде бы. Что-то такое. Александр. Потому что если этого не будет, если будет стоять вкладка «Добавить», не заходи, то есть выходи с этого видео с творческой студии, Моей паранойи. можно будет все испортить. Просто ставь хотя бы субтитры на... Просто субтитры делаешь на русском, потом у тебя будет автоматом загораться вкладка перевода, и можно будет любой язык. Английский, немецкий, китайский. Представляешь, вообще клево будет. Я сейчас просто ему наглядный пример покажу. Вот, заходим резидент, на колесико, русский. Теперь я нажимаю вкладку перевода. Сейчас, чтобы не было никаких этих, а то скажут, сейчас тут вам рассказывает. Вот, смотри, Александр, прям вот тебе прям, да? Когда, смотрите, Бархатов, у него стрим и субтитры на китайском языке. Как вам такое, а? Кто бы об этом мог подумать? Александр, видал? Куплик, фу. Все, видал, смотри, у тебя субтитры на китайском идет. Вот это, понимаешь, вот такими вот мелкими фишками, которые доступны всем. Я даже смотрю, я включил
включил стримчик, и я в чате там уже активнее, как будто мне уже двоится. Такой, ничего себе. Я у тебя там на стриме был, как обычно. Вот оно, вот такие вот дела, видал? Все, у него субтитры работают на китайском. Так, ну что, поехали дальше. Титры мы разобрали, все это работает. Так, видишь, я пока показывал и свой видос один хоть чуть-чуть обработал тоже. Два в одном. Так, что еще? Что еще интересного такого, прям, где вот прям именно по YouTube вот сейчас вот. Титры есть, вкладки, подсказки. У тебя, допустим, вот канала вкладка, никого нету. Почему? Не хотел бы добавить кого-нибудь здесь? Вахрам. Вкладка. Ну вот, то есть первое, Да. допустим, полностью видео, плейлисты и стоит каналы показать. Каналы, да. Можешь показать, допустим, как это делается, в общем, и прочее. Просто я не это, Не знаешь, как делать туда. Здесь, да, здесь да, очень, приношу, очень... конечно, извинения, но да, Не-не, все действительно. нормально, все, мы же здесь, как сказать, век живи, век учись. Так, вот творческая студия, видишь, да, моя сейчас? Сейчас она загорится, я смотрю на на экран на второй, и YouTube чуть-чуть не успевает. Я чуть быстрее здесь, да, вот она, вкладка открылась. Видишь, да? Да, вижу. Теперь у тебя вот здесь после монетизации стоит такая настройка, такая как палочка-выручалочка такая с левой стороны. Даша, Няша, привет. Серега, Resident Games здоровается, Леха здесь, Александр здесь, все здесь. Заходим здесь. Здесь стоит настройки канала, да, то есть определенная информация про твой канал, бренд канала, то есть логотип твой, да, именно логотип, значки во время стрима, плюс ты настраиваешь здесь, что у тебя показывают на главной странице, на первое. Вот. Здесь все вот эти каналы повылазили. Сейчас, секундочку. Бренд. Вот это вот ты делал уже такие? Аватарку ставил уже, да? Во время стрима. Подожди секундочку. Привет, Даш, привет. Да, Лена здесь. Молодцы, блин, ничего себе. Огромнейшее вам спасибо. Арку во время Участие. стрима нет, я не ставил, потому, ну, я просто не знаю этого. Ну ладно, сделаем. Ну вот у тебя, допустим, вот, короче, вот это вот слева, палочка-выручалочка, после монетизации, первое, layout, я не знаю, как там на русском стоит, извини заранее, потому что у меня все здесь на немецком написано. Почему у тебя YouTube не на русском? Потому что я в Германии живу, и все у меня на немецком здесь. Я как-то компьютер выучил на немецком, мне так проще. Я по-немецки уже некоторые вещи больше знаю, чем по-русски. Так получилось. Первая у тебя картинка твоя, да? Аватарка, то есть уже кругом объединена. Здесь можешь ее вставить. Потом у тебя здесь идет шапка. Шапку ты уже ставил. У тебя шапка-то есть красивая, правильно? И Да, я ставил, третье, да. водяной знак у тебя ты можешь ставить в конце видео, да, время выбирать или во всем видео. Именно вот твоя, да, аватарка твоя. Так, и потом идет у тебя, третье идет у тебя информация, да, ссылочка канала. Здесь 3 ссылочки, которые вот эти вот 5 ссылочек ты можешь ставить, линк, 5 ссылочек, которые у тебя отображаются. Вот, сейчас тебе покажу, где. У тебя их нет, наверное, здесь ничего, да? А у тебя есть шапки канала, что ли, нет? Я что-то не понял. Шапка у меня, по-моему, вылетела. Я вроде ее тогда ставил. Да, у тебя нету сейчас шапки. Ладно. Нету, да, но она вылетела у меня. Да, ну вот шапку вот здесь, то есть в этих же настройках у тебя шапка. У тебя есть еще здесь 5 ссылочек, ты можешь вставлять. 5 ссылочек я тебе сейчас покажу, где они отображаются. Вот, смотри, мой канал. И вот здесь вот в правом углу, на шапке, в правом углу ты можешь 5 ссылочек вставить. Вот здесь вот сбоку. Сейчас подождем чуть-чуть. YouTube не успевает, точнее, OBS пока передаст. Вроде задержка небольшая, но есть. Вот здесь у тебя в правом углу под шапкой, да, 5 ссылочек. То есть у меня тут YouTube, мой другой канал, там, допустим, Чиканок, Instagram, ссылка на Donation.
И эти ссылочки настраиваются у тебя под общей информацией. Вниз крутишь. У тебя здесь идет сперва ссылка твоего канала, ссылка, которая нормальная, и вторая ссылка, когда у тебя будет 100 подписчиков, ты можешь прям ссылочку делать под себя уже, да, то есть уже сам настроить в мануале ссылку назвать там, то есть прям напишешь youtube.com/Вахрам у тебя будет когда-нибудь, да, когда сейчас 100 подписчиков наберешь, ты можешь здесь уже ссылочку под себя подстроить, правильно? И потом у тебя идут ссылки и 5 штук. Вот здесь ты их восстанавливаешь. Пишешь здесь название сам. И здесь вставляешь автоматически ссылочку. И они у тебя будут потом на шапке в правом углу отображаться. Все очень просто. Причем, видишь, у меня здесь ссылки Instagram, YouTube, Donation, там, да, выбираешь без проблем, да, там никаких нет этих. Первый, конечно же, вот, layout, когда включаешь, самое интересное, вот эти вот штучки, когда кто-то заходит на твой канал, и первое видео, которое вот у меня есть, интруха, да, на канале, когда заходишь, канал трейлер, есть первая ссылочка, допустим, для видео, которое еще, видео показывает, когда я стану кошкой. Чат, вы что молчите-то? Да, кстати, Леха спрашивает, что вы молчите? Первое видео, это трейлер, если люди на тебя не подписаны. Второе, если уже, как бы, которые пришли к тебе опять, да, подписчики. Выбираешь. Ты здесь эти видео тоже можешь выбирать, как тебе нужно. Здесь такие справа 3 точки. Сегодня у тебя информация, наверное, голова треснет. Не треснет, надеюсь. Ты только у меня сейчас так раз спросил об этом. У меня, да, действительно, у меня прям Если что, говори, будешь повторять, и стрим останется как бы на ютубе, можешь зайти повтор посмотреть. Так, короче, вот эти два видео, у тебя их тоже еще нет, как бы, да? Можешь... Поначалу я делал там прям какие-то короткие, вставлял такие трейлеры, прям удобно. Ты заходишь на YouTube, у тебя прям какой-нибудь видосик, какой-нибудь, знаешь... Я смотрю внимательно, полезная инфа. Пуля, смотри внимательно, да, может быть, Лена, для тебя будет что-то интересное, полезное. Всему сами учимся и делимся с вами этим, соответственно. Здесь выбираешь, у меня сейчас просто стоят просто какая-то случайность. У меня здесь были абсолютно разные видео на протяжении 1,5 года. Сейчас вот последние, вот, наверное, несколько месяцев у меня для того зрителя, для подписчика или для без подписки зрителя одинаковые просто видео. Это именно видео, которое, допустим, не все сразу, постепенно все поймете. Именно, да, вот, правильно, Алексей. Просто я сам такой же человек, ну, как бы сказать, если вот это много информации за раз, ну, у тебя чуть котелок подкипит, и на следующий день ты половину все равно не запомнишь. Здесь как бы у нас есть уникальный случай, что мы как бы сейчас это все обсуждаем, и стрим останется, конечно же, на просторах Ютуба, зайдете и посмотрите повторчик. Я, знаешь, как сделаю еще в охрану? Сейчас мы подумали, у тебя был вопросик минут 30 назад. Я просто под вот этим стримом через 2 дня сделаю субтитры и поставлю в описании прям тайм-коды. Чтобы тебе еще легче было потом здесь опять найти что-то. Четко будет, да? С тайм-кодами. Это будет здорово, да. Да, прям зайдешь в следующий раз, кто зайдет на стримчик, именно на вот этот стримчик, и прям будет тайм-кода, допустим, будет стоять там, допустим, подсказки, тайм-код. Сейчас вот мы разбираем какие-то настройки канала. Распишу, и все будет намного проще потом вам найтись по видео, чтобы, допустим, тебе не смотреть 2 часа, допустим, ты раз, ага, мне надо это, нажимаешь на число, на время, и бах, ты уже здесь, да. Так, первые 2 видео есть, потом крутишь вниз, потом у тебя после этого у тебя стоит каналы, вот эти вот вкладочки, плейлисты, ты можешь их выставлять сам, да, что ты хочешь, плюс каналы, которые ты хочешь показать. Я сделал так через раз, у меня вот каналы, допустим, друзей, подписчиков, пожалуйста, вот здесь вот есть. Сейчас в данный момент там 14 каналов у меня стоит. Это когда ты на главной странице крутишь, да, и вот эти каналы здесь вот отображаются. Плюс плейлисты, которые я еще сам добавил. Намного по умолчанию там, конечно, ничего нет. У тебя есть такой здесь плюсик. Я уже добавил, я уже больше ничего не могу добавить. У меня вкладка на плюсике, она должна быть синенькая. Она у меня сейчас все, уже не горит. То есть я уже добавил под потолок, то есть уже больше нельзя, хватит. О, я себя вижу. Да, кстати, Фарагос вот здесь, он самый что ни на есть. Ваня, Фадей, Милбус, Фарагос и Мага. Вы прям, вот такая там компашка собралась. И мои плейлисты.
Круто. То есть вот, когда вот эта вкладка есть, эта вкладка, она у меня, смотри, первую страницу, когда я открываю канал, просто крутишь вниз, и вот ты встречаешь этих, что ты сейчас видел настройки? Вот он, пожалуйста, Алексей. 185 подписчиков у Фарагоса. И вот эти все плейлисты, да, которые я там сам настроил. Изначально там вообще было, там все просто было. Это ты должен уже под себя поднастроить. То есть, допустим, сделаешь также там каналы друзей или там плейлист какой-нибудь свой. Допустим, у тебя вот сейчас вот много ты играешь там Sirius Sam, да, делаешь себе плейлист Sirius Sam, все видосы делаешь плейлист, и, соответственно, потом можешь на главную вынести, ага, плейлист там этой игры, там, или какие-нибудь ретро-игры, или здесь, или напишешь плейлист у меня здесь горит. Было 186, гады. Лех, да, это какой-то там подписался, потом его YouTube подписал, он, наверное, не активничал или какой-нибудь еще, я не знаю, что-то. Ну, будь поактивнее, на выходных будет 200. Какой зрячий нашелся. Да, видишь, Александр. Кстати, да, Александр у нас теперь будет разговаривать на стриме на всех языках мира. О! Полетели, полетели. Давай, сегодня... Он уже и сегодня успел уже поставить везде субтитры. Смотри, работает. Александр ставит субтитры. Я уже смотрю у тебя на видосах. Так, тык-тык-тык-тык, полетели. Которые видео были у тебя давно? 10 дней назад, 2 недели назад. На них ставь субтитры. Elden Ring. Ставь субтитры. Ё-моё, у тебя там контента по Elden Ring в вагон просто селегая. Так, по вот этим штучкам как бы разобрали, да, здесь? Более, Да, более или да. менее. Теперь ты говорил каналы. Каналы, которые подписался. Подожди, я тебе сейчас... Здесь была настройка. Здесь настройка... Так, вот это вот, оплац. Здесь, кстати, в настройках, да, вот в самом низу, здесь вот с левой стороны, внизу у тебя есть еще одно колесико настройки. Там вопросы какие-то там есть? Потому По что... поводу, нет, по поводу настроек, то здесь вроде бы как вопросов таких-то нету, потому что я сам, я знаю, я когда ставлю видеоролик, я потом это сначала на ограничитель, короче, ставлю, типа, чтобы он не опускался, чтобы обновить, короче, все эти обновления описания, потом сделать. Да. Как в привате ты ставишь его, загрузил, все сделал, настроил, а потом выпускаешь. Ну да, потому что по-другому, но там никак, ну, я понимаю, что нужно их как-то заряжать, эти видеоролики, потому Да, что... сам мы с тобой как-то говорили уже вне стрима, ты помнишь, да, то, что видео, которые, допустим, ты заливаешь изначально, которые еще ютубом не успели обработаться, то есть они идут в премьерку сразу же, прям свежие. Я усвоил сразу, ничего сложного, братан. Александр, молодец, и давай, удели просто 20 минут времени и поставь на ролики, которые у тебя были до вчерашнего дня, поставь титры, все, круто. То есть это в том, не забывай, ролик пожил 3 дня на ютубе, ставишь титры. Такие вот дела. Ну, то есть вещи вот эти вот, которые не обработаны на YouTube, им надо время, да. Если ты, я сам пробовал, сам подгорел на этом, когда залил ролик и сразу же нажал его отправить, то есть в премьеру, и получилось так, то, что там прям пиксели были, и качество, ну прям, знаешь, как со старого какого-то телефона, очень древнего смартфона, и это было обидно, из-за этого теперь я заливаю тоже ролик, и даже если я вот, как вот у меня ежедневные влоги выходят, и перед тем, как показать их в премьерке, они у меня на канале где-то в 20-минутном времени на канале обрабатывается все дело, а потом уже, соответственно, и показываю. Потому что тогда короткие вот эти ролики от 4 до 10 минут, им вот этих 20 минут времени им резерва хватает, они обрабатываются и полетели. За ночь сегодня сделаю. Молодец. Все, видишь, человек зашел на стрим, увидел что-то для себя полезное на канал, сейчас себе сделает субтитры, и это же супер. То есть, Александр, понимаешь, у тебя потом в статистике посмотришь, у тебя люди начнут смотреть ролики с других стран, и это большая фишка. Да, этим самым... Плейлисты. У меня их уже тут немало. Я сегодня еще один создал, потому что сегодня вот, что мы с тобой общаемся, будет новый плейлист. Каналы. Каналы у меня есть. Как же я в канал? Я вот сейчас ты мне говоришь. Про каналы мы хотели поговорить. Именно Да, настройки. да.
Да, там мы тогда на вкладке, типа, ты тогда спросил, не хочешь ли ты кого-то там Да, порекомендовать. Да. канал настройки, смотри, у тебя в самом начале, вот, допустим, вот сейчас я открываю опять канал, самая первая страница, видишь? У тебя есть две вкладки, канал настройки и видео, да, вот первое, канал, поднастроить, опять я здесь вылез, с абонементами, блин, я сейчас бы это найти бы быстренько, так, я вот этот сделал и сделал. И все. Брендинг, allgemeine информация, секундочку, канал, настройки, нет, это все уже не то. У тебя есть такая штучка, где каналы ты можешь скрывать, эм, как сказать, твои подписки, допустим, как бы тебе объяснить-то? Олег, а можно мне тайм-код можно сделать? Конечно, можно, все можно. Я просто с планшета, блин, так неудобно это все делать. Да, с компьютером лучше. Модер сидит с супчиком. Приятного аппетита, Алексей. Так, секундочку. Я сейчас... Приятного аппетита. приятного, да, приятного аппетита вам всем. Завтракаем. Я вот сразу за кофе и начали мы здесь общение. Э, Хороший вопрос. Я вот тебе сейчас сам сказал и Илья, сижу. привет. Вот эти каналы, смотри. Вот эти каналы, вот, которые у меня вот сейчас вот есть. Допустим, вот главная страница. И потом идет видео, плейлисты. Теперь у меня уже комьюнити вкладка, у тебя еще пока ее нету, тоже будет. И каналы. Вот эти, которые 14, которых я настроил, чтобы они показывались. Приятного аппетита, Леха. Вот он, наконец-то. Вот, я его жду, блин. Самое прикольное, когда с других стран начинают заходить на твой стрим, общаться, когда мне зашли ребята с Новой Зеландии. Я уже не знаю, где там находится, но эффект вау присутствует. Вот он. Юлечка тоже еще здесь, Миша здесь, Чеканок, Чекакок, уже пишу тебе Чекакок, да, имя, это ты сам написал Чекакок. Короче, смотри, из-за чего я вот эти каналы добавлял именно в настройках этих главных, где ссылочки, где только там у тебя определенное число, потому что тогда ты не будешь показывать те каналы, на которых ты подписан. Не выдавать. То есть это твоя личная информация, приват, да. То есть именно я здесь показываю каналы, с которыми делюсь подписчиками, которые я считаю нужными, наши вот коллеги, друзья. А те каналы, которые я в личном пространстве в каком-то там времени смотрю, они, конечно, здесь не засвечены. Вот, смотри. Опять же, вот эта вот палочка-выручалочка после монетизации, да, настройки, где вот эти мы трейлеры разбирали, идешь вниз и вкладыш, там каналы, выбираешь каналы, потом плюсик, и ты можешь выставлять здесь каналы прям. Много каналов там выбираешь, да, ты прям пишешь, там, да, ссылочку ставишь, вот, копируешь ссылочку и вперед. Попробуй сегодня, будут вопросы, позже обязательно подскажу. Да, Мне, разумеется, я очень сильно заинтересован, и, возможно, если есть какие-то да, дополнительные вопросы, потому что смотри, то вот было, хороший ну, тебе, хороший, персонально, если есть возможность, можно было бы тоже это конечно, разобрать. вот смотри тебе, хороший тебе пример, смотри, заходим на канал Чикакок, Чикакок, всем привет, отличного дня настроения. Твоя совесть. О, ничего себе. Здравствуй, девушка. Доброе утро. Так, вот, смотри, каналы. Чикакок нажимаешь, у него каналы, и сразу же идет драйвер, Фадей, Михей, драйвер гараж, Скейс Ниндзя, Веном, Зомби. Все, вот эти все есть. Где-то у меня там колокольчик не стоит. На Венома колокольчик не стоит. Почему? Все стоит. Так, допустим, это был первый такой тебе, как сказать, показательный. Теперь я зайдем. Кого-то я еще видел такую штучку. Леха. Фарагос. Смотри, вот, допустим, тоже такая штучка у него, да, вот. Тут первая вкладка, там, общая, да. У него сразу же идет шортс, он поставил, там идет плейлисты и потом каналы, вот, которые он хотел бы тоже так же представить. И он написал, братишки-стримеры 1, братишки-стримеры номер 2. То есть ты, у меня написано там по-немецки начальная установка, которая дана ютубом, плюс я еще дописал что-то по-русски. Это ты можешь сам, вот здесь вот это вот название, сам в мануале, вот эту вот штучку, вот здесь смотри. Я тебе сейчас показываю, секундочку, я подожду YouTube.
Что это вы делаете? Твоя совесть. Да сидим тут чуть ковыряемся в настройках YouTube, показываем, кто что не знает. Вот, смотри, нажимаем, допустим, вот каналы. Справа 3 точки. И там стоят опции. Нажимаешь на эти 3 точки, и у тебя есть или полностью такое мусорное ведро, полностью этот можно полоску-то убрать, стереть, или же карандашик. Нажимаешь на карандашик, и ты можешь здесь уже как бы название менять. Плюс вот твои каналы, которые здесь стоят. Нажимаешь на эту 2 точки, держишь, тянешь вниз, и ты меняешь место расположения каналов в этой полоске. Смотри, я поменял Sketch Ninja и Driver Garage местами. Сейчас дойдет. Просто у нас тут небольшая задержка. Ломают YouTube, пока он живой. Я бы вас всех добавил и все. Ну, всех, не всех. У меня тоже вкладки канала сделаны. Да, кстати, я сейчас могу показать. Да ладно, что такое там? Я не понял. Вы что делаете, ребята? Вы что творите? Вот, помойка 10 рублей. Денчик, ё-моё. Огромнейшее тебе спасибо. Видал? Donation сработал. Ах, Денчик. Огромнейшее тебе вот сейчас работал, потому что это у меня с задержкой, я так понимаю. Да. Денчик, огромнейшее тебе спасибо за это. За 10 рублей. Вот это вот мотивация, вот тебе такое, пожалуйста. Не должно быть 1000 там, да, как я иногда отправляю, а 10 рублей уже приятно, прям вообще. Я говорю, вы что? Я говорю, Денчику, давай делай тоже стримчик. Так, ну вот, канал, да, смотри, еще раз закрепить. То есть плейлист ты выбираешь так же самое, да, ты можешь менять даже плейлист, там какие-то расстановки, расфасовки, название плейлиста. И здесь также 3 точки, опции стоит, карандашик, и меняешь. Вот, допустим, канал 4 штучки есть сбоку. Здесь у тебя такое, как увеличительное стекло. Здесь пишешь, допустим, название канала. YouTube тебе выбрасывает какой-то канал, да, и ты здесь его в кубик. Здесь ставишь галочку, он перенимается на правую сторону. Здесь пишешь «Готово». Да, что такое? Что такое? Денчик опять, что ли? Ё-моё, Денчик, огромное тебе спасибо за это. А что-то донат запиликает, а читаться не хочет. Вот дает. Ах. Такс. Ну вот, как-то вот так, да? Здесь все нормально с этими. Если что, говорю, я об этом подумаю. Тайм-код, конечно же, поставлю. Ты хочешь гарем из нас, Бархатов? Александр хочет гарем. Нет, я не думаю. Нет, все нормально будет. Так что вот такие вот дела. То есть вот эти каналы, здесь 5 каналов, здесь 4 канала, здесь 5 каналов. Просто вот здесь на точку нажимаю, на карандашик, зашел. Здесь спокойно. Все каналы на YouTube. Здесь сверху прям я выбираю сам название моей вот этой вкладки, которую я сам делаю, автоматически настраиваю, да. То есть я написал, оставляем комментарии, подписки там, да, обязательно. Нажал эти каналы, здесь добавил, здесь я меняю место расположения этих каналов. Если тебе что-то не понравилось, справа есть такая вот мусорка, нажимаешь и улетел канал с этой вкладки. Все. Так, теперь Алексея мы посмотрели. У Лехи вот так настроено, да, то есть у Лехи вот так нажимаем на каналы, у него тоже здесь вот тонны просто, вот здесь у него до того много этих каналов, да, когда заходишь у Алексея. Фарагос, нет, я бы написал моя братва. Вот, Бархатов, сделаешь себе такую вкладочку, каналы, напишешь «Моя братва» и вставишь каналы, которые ты считаешь нужными, чтобы они знали. Здесь вот у него до того много, то есть у него здесь братишки-стримеры. И справа стоит такая стрелочка, нажимаешь, и там еще от канала, потому что они все в одну линию уже не стал. В одной линии показывают только 6, да, а у него получается там чуть больше каналов, из-за этого приходится там 10 или 12, из-за этого справа стрелочка нажимаешь, и там, соответственно, еще показаны другие каналы. Даже я здесь есть. Братишки-стримеры 2. Миша, Даня, я, Горевич. Вау! Леха, молодец. Леха. Так, ну вот такие вот дела. Гарем у него уже есть, кстати, да.
О, тут, кстати, вон опять слюни полетели. Так, ну что еще, что еще? Юля хотел. Юля спрашивал. У Юли тоже есть. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Заходим. Каналы. Hot Games Юля. Нажимаем на каналы. Есть. Смотри. Брызги, брызги, брызги. Юль, смотри, здесь все просто, в принципе, довольно-таки понятно. Angry Wolf, я, Чикакок, Катерина, Алекс Ничто не истина и Зомбачок. Нет, Леха не молодец, а меня-то нет у него. Ну это вы с Лехой там разберетесь. Леха, почему у тебя Бархатова нет? Вы разбираетесь, короче, это. Брызги-брызги. Да, есть. В Angry Wolf вот уже, пожалуйста, сделал игровой канал, летсплей, стримы, хардкор. Уже по шапке понятно, что будешь играть, по шапке надают. И 87 подписчиков. Растем. Молодец. Такс. Ну вот такие вот настройки. Ничего сложного. Думаю, все такое простое. Если что-то как-то где-то что-то, это можно будет потом, говорю, поставим тайм-коды, будут какие-то вопросы, конечно же, задавай, говори, а то я все говорю, ты тоже как бы спрашивай. Может, у тебя Ну еще да, есть? ну да, разумеется, в общем, ну, ну, как теория, но все равно нужна практика, как бы Да. именно. То Ну есть, вот будет сегодня, если время будет, у тебя включишь. И, соответственно, попробуешь именно каналы поставить, которые ты, допустим, считаешь нужными, что ты хотел бы их тоже показать, как бы, да, ну, своим каким-то ну, если, подписчикам, ну, допустим. ну, если что-то вот там вот получится, что-то не найдется, я это, если что, вдруг, может быть, как-то вот так, через Discord, Да, с и удовольствием. Вообще проблем, в этом вообще проблем нет. Насчет этого не переживай. Помойка. Доширак у Angry Wolf моя любимая еда. Ну, Бархатов там, он, смотри, у него там бургеры кушает, нормально. Так, да, это все можно, конечно же, сделать, потому что бывает такое, знаешь, самое начинается проблематичное, когда вот человек делает название канала, и этот канал уже существует на Ютубе в сотни раз, да. Вот. Самое просто было найти Леху Фарагоса. Фарагос пишешь, и он сразу тебе YouTube выдает, ставишь слева галочку вперед. А если, допустим, как вот я даже свой канал поначалу искал тяжело, потому что пишешь в поисковике драйвер, и там прям тонна каналов, которые называются драйвер. Ну что поделаешь. Важно очень, я тебе хочу такой маленький нюанс сказать, что, допустим, если ты будешь этим заниматься настройками, прям берешь, заходишь на канал к человеку, прям его название канала копируешь, то есть маркируешь, копируешь и прям в поиск задаешь. Потому что там маленькая буква, большая, может какие-то моменты, пробелы. Это все очень важно, чтобы именно нашел ты тот канал, который хочешь поставить. Абсолютно. но моменты учтены, по Да. идее, но главное то, что их сейчас использовать. Да, Вот. конечно, конечно. Все это делается. Я говорю, так что, если что, в Дискорде просто также соединимся, включаешь трансляцию, свою творческую студию открываешь, и можно будет шаг за шагом вместе делать вообще без проблем. Так, да, драйверов много, пишет Юля. Хочу креветки. Да, Бархатов взял, сейчас раздразнил. Я сейчас тут слюной подавлюсь прямо возле микрофона. Креветки он показывает, блин. У меня на днях такая идея была их готовить. И если я буду как-нибудь на днях готовить такое блюдо с креветками, я вам обязательно запишу какое-то видео, шортс или что-то в этом роде, чтобы все посмотрели, как я именно готовлю креветки, которые потом тают во рту, а не в руках. Так, Фарагос, добавьте. Все, конечно, Бархатов потом также он посмотрит стримчик, сделает также вот такие в каналах, поставит, все будет круто. Канал со смамами очень тяжело искать. Да, где-то какие-то у вас определенные пункты, смайл или еще что-то в названии канала, это очень, и там еще тяжелее и такое себе как бы занятие. Или так же самое, как и похожие каналы. Да, да. Каждый готовит по-своему, Александр. У каждого есть свой рецепт. Я вот уже пару лет готовлю их. Там тоже у меня есть такие свои мелкие. Хорошая вкусняшка. О вкусняшках я настроился на шашлык. Оба-на! Миша, ты
Хватит во время стрима о еде говорить, это вообще запрещенный трик, как сказать, запрещенные удары, приемы, все, о еде не будем говорить во время стрима, пожалуйста, я вас прошу очень сильно, ребята. Так, потому что я еще вообще даже не ел ничего, кроме вот кофе сижу, который уже осталось чуть-чуть, оно и то холодное. Так, ну что, Вахрам, рассказывай. Что б еще ты хотел такого интересного узнать? Я не профессор, я не учитель, я тебе просто показываю вот живые примеры, которые Мне сам... кажется, мне кажется, что моменты вроде как все мы рассмотрели, но Да, с твоей именно с твоей точки зрения, может быть, я действительно, может, реально что-то не знаю, вот. да, с Что-то, моей, что-то, может быть, есть еще, может быть, какие-то с есть моей точки штуки, зрения. Ну вот, которые даже, может быть, еще кто-то, может быть, не знает. ну, точки, если там с монтажом какие-то вещи, я б тебе потом бы мог подсказать. То есть простая вещь какая? Здесь получается тебе нужно... Так, не то. И это тоже не то. Это мы все выключаем. Вот канал твой. Ну, с моей точки зрения, у тебя, во-первых, у тебя еще пока контента немного, но я, допустим, я смотрю, что он у тебя уже растет, то есть просмотров далеко за 100 на многих видео, это уже хорошо, хороший показатель, которым видео только всего лишь 2-3 месяца, это во-первых. По храму респект, да, именно, то есть, если бы ты делал что-то совсем неправильно, то есть у тебя было просмотров 2, просмотра было в 5, 10, у тебя просмотров 140, 138, 229 и 362 просмотра на ролике, которому 22 минуты, понимаете, о чем я? То есть ролику 2 месяца, и я тебе могу сказать, что через год у тебя там будет намного больше просмотров, я не знаю, в 10 раз, не в 10, но будет. Теперь ты еще это все подзакрепил титрами. Я бы не А, заморачивался с тобой, как сказать, ну, я бы ну, не раз заморачивался по названию ролика, когда ты пишешь все большими буквами. Ты насчет этого, были такие раньше такие путаницы, рассказывали люди, что вот, большими буквами будешь писать, тебя лучше найдет что-то там, или это все не так. нет, большие буквы это просто, ну, название игры именно, вот это так Да-да-да. Ну, именно. просто Да. мифов было много, большие буквы Ну, это не пытались, показатель. конечно, многие пытались что-то Да, как-то общаться, да. У тебя вот, допустим, вот может, последний советовал. я вот серию Sam Street of Rage написано правильно, с большой, как название пишется в игре, так и написано, потом стоит пробел, минус и написано серьезная нарезка 1, серьезная нарезка хэштег 2. И теперь я тебе просто посоветую, смотри, я захожу в вкладку плейлист, нажимаю, а у тебя пусто. Ты понимаешь намек? Плейлист это у тебя. Где плейлист? Нету? Ну да, это Все, вот это да, я, это я, я я об этом согласен, говорю да. 2 недели, захожу, плейлист пусто. То есть вот тебе, чего вы тут все каналы разбираете? Да нет, не все. Сегодня мы взялись прям за один, прям точечно, прям чтобы с контрольным выстрелом. Получается, смотри, у тебя все просто. Hitman 2, делаешь плейлист Hitman 2, серию Сэм, плейлист Зифу, да, и плейлист сделай себе обязательно, просто напиши обзор. Потому что у тебя есть видео, и там прям обзор, да, написано. И вот эти видео, где обзор, делаешь, галочку ставишь на плейлист обзор. Олежка, как дела? Ну, ничего, так сейчас позавтракаю, будет лучше, надо еще принять обезбол. А мой канал, когда разберем с тобой. Вот, Александр, сделаешь плейлисты и субтитры, я зайду и посмотрю. Я сегодня уже 5 раз показывал Бархатов Плей, и обязательно же, вот, я еще раз покажу. Сделаешь через день, посмотрим, как у меня здоровье будет получше. Сегодня, я не знаю, я хотел вам еще кое-что показать. После этого стрима я включу большой стрим. Да ладно, что такое? Вы что делаете, ребят? Вы что? Юляська, 50 рублей. Юляська. И это Юля Hot Games, я думаю, скорее всего. Если да, напиши Юля, пожалуйста, плюсик. Спасибо тебе за это огромное. Думаю, да. Потому что кто еще, как не одна Юляська. Прям тебе огромнейшее за это спасибо.
Ничего себе. Вот дают, видал? Я прям, вы меня в краску-то не вгоняйте с утра пораньше. Все, плейлисты, субтитры будут, написал Александр, именно, потому что, смотри, такой же самый пример. Нажимаем плейлист. Кстати, нет, у Бархатова, смотри, что, у него плейлисты-то идут. У него-то есть плейлисты. У него все шикарно, смотри. Опа-на. Тебе это на Александр субтитры только сделать. Так, Вахрам, ну, у тебя задание есть на Ну, сегодня? ну, есть, конечно, Серию задание, да. Сэм, Плейлисты сделать. да, серию Сэм, Зифу, Hitman 2, плейлист обзор, да. Сделай еще плейлист, здесь у меня подгорает, назови его так. И прям где ты видосы прям чувствуешь, что у тебя там прям надо прям туда этот плейлист поставить, делай. То есть не пугайся, знаешь, чего я тебе скажу? Не пугайся того, что, допустим, ты скажешь, вот у меня типа этот видос есть в плейлисте, ты можешь один ролик в несколько плейлистов поставить. Понял? Все очень просто. Я Все. понял. И еще мне, ну, я хотел тут спросить, тут есть такие кое-какие неприятные темы, Ну, согласно. Ну, я, короче, зашел в аналитику, и я обалдел, короче. Вот я, короче, на 2 ролика сразу же лови дизлайк, короче. Один дизлайк кто-то, ну, дизлайки поставили. Но я да. так понимаю, на них, ну, не стоит, как бы так, относительно, Не, ты, ничего да, страшного. За да, это, за но это, нет, это хорошо, наоборот, потому за что это я, не ну, я переживай. И Чеканок, если здесь присутствует, он может подтвердить мои слова. И, в принципе, много людей, которые уже занимаются больше, чем 2-3 года на Ютубе, любая активность на твоем ролике, лайки, дизлайки или комментарии, это все, как бы, да. Я тебе говорю, в первую очередь, что твой видос посмотрели с начала до конца или хотя бы наполовину, это уже актив, во-первых. Во-вторых, какой-то, если человек еще, кроме того, что посмотрел, он уже тебе в копилку дал. Дизлайк, вон, Леха тебе тоже пишет, дизлайк это тоже продвижение. Именно. да, я Дизлайк. тоже Так что согласен с Вахрам насчет этих вещей, таких нюансов, вообще смотри, знаешь, ты, как сказать, ты должен это воспринимать все как вот, во, круто, ну, то есть есть актив, значит, человек, он все равно таки посмотрел, он же, ну, есть, конечно, какие-то, как мне говорили эти хейтеры, да, то есть они ставят, потому что они такие, у них вся жизнь в минусе, пессимисты, им лишь бы кому-нибудь не угодить, но если человек сделал тебе одолжение, прям там громаднейшее, посмотрел твой ролик от корки до корки, сказал, ах, что ты не то сделал, то есть это было не в его вкусе, но он его посмотрел. Важное, что он посмотрел его от начала до конца у тебя на канале. Вот это прям 99,5%. Вот эти вот 0,5%, которые там теги, там вот эти вот дизлайки, лайки, это актив. Это крутой актив. То есть я сам раньше такой, когда первый год только начинал, это уже 4 года назад, первые ролики запускал, мне начали ставить дизлайки, такой, блин, что за фигня такая. И потом я в один прекрасный день увидел на ютубе ролик, который прям, ролик стал популярным, люди на нем тоже заработали денег, он стал популярным благодаря тому, что его задизлайкали за очень короткое время, там было больше дизлайков, чем лайков. Такое тоже есть, это актив, это круто, то есть все нормально. Насчет этого не парься, пускай оно будет статистика, комментарии. По поводу комментариев. Комментарии, вот это работает, то есть в комментарии это твой процесс общения с твоими подписчиками, да, там, кто написал тебе. Отвечай, старайся на комментарии и старательно не под копирку, да, а именно, чтобы там, ну, от 5-6 слов именно от себя, чтобы видели, что, ну, ты живой человек, также ты видишь, когда тебе присылают там какие-то боты, комменты, эти, конечно, лучше заблочить, но если нормально тебе люди пишут, подписчики и так далее, все супер. Нужно вот это вот общение, да, connection, чтобы именно через комментарии это идет. Лайки, дизлайки, это все такое. Оно хорошо, что оно есть. То есть, ну, никого это никогда я не просил. Это вы должны делать как бы именно по своему желанию. Но дело в том, что это актив. Еще раз присоединяюсь к словам Фарагоса. Все верно. Чиканок вам подтвердит. И много кто людей подтвердят, которые уже занимаются несколько лет на Ютубе, потому что это реально, это просто вот, то есть твое видео дало какую-то реакцию, да, и пошло. Даже если вот ты, допустим, у тебя какой-то сейчас из твоих видосов на канале, прям, допустим, заходишь, а у тебя там будет, допустим, стоять 10 дизлайков и 5 лайков.
но оно активное. Ну, то есть, даже если там будет дизлайки, его как-то YouTube все равно где-то там засветит, покажет. И чем больше на этом видосе будет актива, то есть больше комментариев, больше просмотров на этом же видосе. То есть оно когда-нибудь стрельнет, и даже если оно будет задизлайкано, все равно оно где-то засветится, будет в рекомендации кому-то влетать. Правильно, потом уже будут, когда вот этот YouTube будет смотреть, что актив пошел, тогда начинают работать твои правильно расставленные теги, и все вот эти вот мелкие нюансы, да. Плюс еще, конечно же, опять же мы упираемся в тему субтитров, когда где-нибудь в рекомендациях оно будет за границей, ты такой смотришь, оба, а у тебя еще субтитры на английском, то есть, чувак, ты вообще попал в пятерочку. Все. Леха еще напоминает, еще делайте шорты, тоже даст продвижение канала. Да, шортс, видел у меня на канале шортсов Живохрам? Смотрел? У меня на шортсов статистика прям адская. Я это советовал Чиканогу делать, потом Леха делал, и много-много кто начинали делать, и у всех кайф, и Юля, шорты делать очень просто, и тебе долго шорты делать-то в принципе и не надо, потому что в наше время стреляет 7-8 секунд, реально. И шорты работают как TikTok, Instagram, то есть еда, котики, что-нибудь такое хорошее, милота какая-нибудь, она вообще разрывает все. Я кота показал, там 7 секунд, у него просмотров больше, чем, я не знаю, да, как будто модель какая-то. Это все работает. Все работает, и тем более у них какой-то интересная у них позиция, то есть 8 секунд осталось, а прям еще закрепляешь там музычкой и полетели. И через шорт у тебя приходят новые подписчики в храм, чтобы ты знал на будущее. То есть у тебя сейчас пока контент такой без шортов. То есть у тебя нормальные там, влоги, ну не влоги как бы нет. Вот пару раз у тебя было обращение к подписчикам, но я имею в виду игровой контент. И именно ты его заморачивался. То есть монтаж, там, да, летсплей, нарезки там. Попробуй как-нибудь для себя открой этот простор именно шортс. То есть сделай также плейлист шортс, будешь записывать шортс, делаешь его, добавляешь туда. И некоторые прям взрывают. Я пробовал, знаешь, сделал такую штучку, когда шорты, допустим, как сказать, 2-3 штуки за раз заливаешь, один не стрельнет, а 2 других прямо в потолок полетели в цифры. И это иногда необъяснимая штучка. Иногда нет. Ну, то есть, шорты заливаешь ты, она намного, во-первых, быстрее стреляет, во-вторых, шорт, как бы сказать тебе, зависит, как и твое видео на канале, от времени суток, когда ты его залил. Да, страны, которую ты залил. Ну, там много моментов. Поймать тот самый момент, пишет Леха. Да-да, по контенту. Конечно, по контенту у тебя, допустим, смотри, у тебя есть много контента, вот ты делал нарезки. Просто с нарезочки берешь, где ты там прям где-нибудь там Sirius Sam играешь, там такой, там секунд 6-7, вот этот кусочек вырезал, только в вертикальном формате, вот как вот на телефоне, да, как смартфон. Заливаешь на канал, ставишь еще там. Раньше ставили теги shorts, сейчас просто должно быть видео в вертикалке, там, да, первые были до 15 секунд, сейчас разрешается до 1 минуты. Но и моя практика, и практика других, и статистики, и все. То есть видео 7-8 секунд разрывает все. То есть возьми 8-секундный такой взрывной кусочек со своего видоса, сделай вертикалки для шорт и попробуй. И ты увидишь, что это работает. А еще и в некоторых случаях и приносит и подписку тебе. Ой, я тут хотел тут поблагодарить Медведь с пивом. Спасибо, что подписался на канал. Смотрю, 35 подписчиков. Миша, тебе благодарочка. Как их пилить, шортики? Миша, я тебе рассказываю. Пилимся очень просто. Берешь кусочек твоего видео, что у тебя уже есть. Прям очень короткий. Желательно до 15 секунд. И, соответственно, его потом делаешь вертикалочку под смартфон. Смотрительно 7 секунд. Да. Именно. Я сам был этому удивлен. Я старался делать первые шотс по 10 секунд, по 12, по 15. На ютубе есть такая еще штучка, где у тебя до 15 секунд ты можешь какую-то крутую музыку добавить. Но реально 7-8 секунд шорт, они прям через потолок пробивают. И у меня был одно короткое видео, 7 секунд, и оно набрало за 2 часа 13 тысяч просмотров.
Так что, знаешь, 13 штук просмотров. Представляешь, твоя статистика взрывается на канале. Так, Олежа, я, пожалуй, отчалю в магазин, а потом, может, запущу стримчик. Молодец, давай, вперед. Обязательно включу, потом, конечно же, давай. Спасибо, что был. Спасибо. Вот, модер смотрит за порядком. Так, время, Юля, время на это найдется. Там тебе 7 секунд записала. Такие вот дела. Тебе тоже, кстати, вот по резиденту Юля можно было какие-нибудь шортики такие сделать. Прям вот у тебя, у нее контент есть, и вырезать, и вперед, в принципе. Сделаешь вертикалку через какую-то видеообработочную программу, да, ну, которую вы обрабатываете, там, пилите контент, в принципе, и можно было бы и там сделать, да, абсолютно. Премьером Мавави, наверное, да, там Да, такая. в любое, в наше время в любое. То есть ты заходишь перед тем, как видео выпустить, там, то есть выбираешь формат, а там уже, допустим, в Мававе даже сейчас у них вкладка есть, там прям сбоку нарисован телефон, нажимаешь на телефон, и у тебя уже будет видео как раз-таки для шортс готово. Но упрощение, ребята, Мавави будет, потому что я первый раз я с Мавави начинал. А я до сих пор на ней остался, я пробовал 3 или 4 программы, на одной программе я посидел почти 2 года, она очень тяжелая, надо постоянно все что-то самому делать. Вот, Юля, с ТикТока. Если ты в ТикТоке делаешь с ТикТока короткие видео, залей его на YouTube. Они ж так же пойдут. Там тебе еще будешь и себе рекламу делать на ТикТок и дополнительно на YouTube заляй то же самое видео. В ТикТок тоже заливаю, бывает. Просто это, ну как, зрители, они, не приходят они, допустим. На YouTube я канал оставляю, Да. допустим, там рамочка, но они не приходят туда. Они просто там остаются, и все как. Да, ребят, я в Мававе до сих пор еще видео свои большие делаю. Если я делаю их на компьютере, это все делается через Мававе. Я купил лицензию, купил несколько пакетов эффектов. Все. В Малави очень просто работать, если честно. Так что об этом можем тоже Нет, поговорить. Серега Мав- пишет, резидент может инструкцию вам сбросить. Миша, вот, Resident Games, Серега, Миша с пивом, ему инструкцию ему в Дискорде ему скинь, соединитесь вместе, если что, я могу как-нибудь в следующий раз в Малави вам на стриме здесь прям включить, как я что-то делаю. Если кому-то есть интерес, пишите в чатик, сделаем. У меня тоже Мавави. Юля, я знаю, почему у тебя Мавави, потому что я все вот эти у тебя эффекты, буквы, вот эти все я вижу, я уже узнаю программу, да, это я сразу же заметил. Так, ты вот, допустим, во храм тоже записал ТикТок, ты можешь этот же прям видосик туда и подлить, да? То есть какие проблемы? Ну да, я же так делаю, у меня же там есть это тоже ТикТок, там это, я Ну, тоже там бывает короткое видео, это. оно уже как раз на ТикТоке, ты пишешь правильный формат, ты его заливаешь, тебе не надо, пишешь в тегах, пишешь шортс для продвижения, шортс, Ну там немного инфографику добавляю, потому что, чтобы в курсе были дела, а так просто, знаешь, подача тоже она важна. Конечно, конечно. Нет, все можешь делать. То есть кстати, мой личный опыт показывает то, что тебе не обязательно иногда заморачиваться. Работает вообще прям, вот как пишет Юля, легко и понятно. То есть я прям с телефона взял как-то один раз приложение YouTube, так взял, нажал, 7 секунд записал, музыку накинул сверху оригинальную в YouTube, заливаю видос, все. 10 тысяч просмотров, 8 тысяч просмотров, понимаешь? Конечно же, графически, если что-то будет, какой-то эффект там присутствовать, тоже есть, но там на шортс там присутствует много время, длительность шорта. Если ты какую-то музыку на это еще добавил, которая у тебя в YouTube медиатеке тебе дает бесплатно, вот эти все нюансы, они все как-то в какой-то мере играют, добавляют вот это все. И кто мне будет сейчас говорить, он знает, как правильно сделать, чтобы шорты стрельнули. Это, знаешь, это такое дело. Здесь, к сожалению, тяжело угадать, потому что алгоритм, он там весь вот такой плавает. Там нету какой-то особой определенной линейки построения для шортс. Хороший тебе пример могу показать. Канал Чиканок Стар Супер. Когда он в больницу собрался, товарищ, я ему говорю, давай делай шортс. Он не сможет делать стримы. Вот, смотри. У него на канале, допустим, вот он шортсы делал последние 3 штуки. 3 дня, 2 дня. Один шортс 8 просмотров, другой 344, третий шортс 789 просмотров.
Качество камеры средненькое, но дело-то не в этом. Дело в том, то, что время, когда он заливает, вот, допустим, если у него где-то еда светится, вот еда, котики, вот еду показывают, да, 3360, 36 просмотров, точнее, да, и это такое дело. Есть вот шорты у меня там вообще мелкие, но если это он еда, сразу 900 просмотров, 1000, да. Тебе, конечно же, по игре, там, допустим, ты можешь прям вот через Movavi или что-то, какую-то другую программу, прям именно выцепить именно вот такую вот мелочь какую-то там раз, взял там коротенькую. В Movavi можно улучшить качество. Да, 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 да. Movavi, в отличие от Вегаса, качество видоса не ухудшает, в отличие от Вегаса. Да, пробовал. У меня я и Вегас пробовал, и DaVinci пробовал, и Премьеру. И, короче, Премьера для меня вообще показалась. Там надо родиться. Много всяких настроек, которые ты постоянно что-то там должен делать. На Movavi у тебя там прям пакетами шлеп, шлеп, шлеп. Я говорю, там один раз войти во вкус, до того простая, я ее взял тестовой версии, попробовал. И у меня лицензия вот Movavi 20, Movavi 21. И сейчас мне на 22 предлагали, но я этот год подожду. Хочу, чтобы хорошая была обнова и куплю потом просто лицензию на 23, потому что там реально они в последнее время сделали классные фишки, которые прям четкие, которые упрощают жизнь, как монтажеру тебе прям в разы. У меня стримовский Movavi фотоэдитор, Movavi фотоэдитор 15 плюс, эдитор 20, вот плюс 20 мой. Movavi Video Suite 17. Что-то пытался крутить, но не получилось. Миш, все просто. Если что, Resident Games тебе обязательно поможет. Нет, так пиши, и я тебе обязательно могу тоже помочь. В Дискорде можем созвониться и, соответственно, сделать что-нибудь. Потому что в Movavi, я говорю, они функцию придумали, прям где-то формат меняешь, телефон, телевизор там настраиваешь, качество. Шикарно. Проще я еще программу, если честно, не видел. Я не знаю, кто-то будет говорить, что для него что-то другое проще, но нет, не отойду, Чикакок. Смотри, я специально вот так сделаю. Утконос, Чикакок, утка. В Дисе мне напиши. Вот, Резидент поможет. Миша, Резидент, Серег сказал, все, пиши, поможем, расскажем. Он в курсе. И если что, вопросы какие там по Movavi, я тоже как бы почти ежедневно, но до определенного времени я пользовался. Сейчас как отойду, только у меня еще тут еще несколько проектов незаконченных нужно делать. Пока неудобно, но я думаю, завтра, послезавтра начну. Да, переходы, конечно, переносятся. Юля обязательно. Я покупал уже две версии, и потом, которые у тебя эффекты вот эти есть, пакеты эффектов. Я просто задавал эти же ключи эффектов, и они у меня были в новой версии, конечно же. Ты покупаешь Ну, я, эффекты ну, навсегда. но если, Олег, так случится, в общем-то, что там ты будешь в Movavi, там я могу просто тоже поприсутствовать в гостях у тебя, в общем, потому что, чтобы раскрыть эти моменты, потому что в Movavi тоже неоднократно работал. Да, конечно, конечно. Одна голова А, хорошо, две лучше. Я в Малави, вот я уже говорю, 2 года сейчас вот уже с ней пользуюсь. И э, до сих пор еще мгм. заходите ко мне в Discord, полезная информация. Да, вот Discord Фарагоса. Давай в магазин иди. Иди в магазин уже сходи, потому что потом стрим начинать спокойно. Да, Юля, еще раз напомню, я, допустим, покупал пакет эффектов, у меня есть там какие-то дизайнерские штучки вот эти, да, для таких переходов, и тебе дают такой ключ. Ключ я это вставляю, и вперед. Эффекты у тебя же ключи есть, тогда хорошо, а то у меня 20-го года. Да, у меня 20-го была, а потом была 21-го. Единственное, что минус, Юля, когда ты обновляешь ее в новой программе, у тебя все, что ты до этого, шрифты, вот эти все, вот эти там настройки, они, к сожалению, уходят. Но которые пакеты эффектов ты купила, ключ вносишь, у тебя здесь они тоже есть. Надо будет единственное пересоздать вот эти вот какие-нибудь штучки там, да. То есть где-то ты написала, допустим, там, да, этими буковками там красивыми, там, или что там такое подогнать. Это надо будет, к сожалению. Я вот это еще так не понял, почему оно не сделается, но ключи на почте, да, все сохраняется.
У меня пиратский Мавави. Понятно, понятно, Денис. Все нормально. Ну, бывает такое, не без этого. А так, сами эффекты, пакеты купленные, ты просто ключ задаешь в новой версии. Последние, когда с 20 на 21, что ли, что-то такое было, они мне прям принеслись. Единственное, я говорю, что вот где-то ты вот фавориты себе ставишь, в фаворитах что-нибудь такое сделала, какой-нибудь классный эффектик там, да, эффекты там можно их опять занести, а вот где ты вот прописью пишешь, и вот это вот почему-то у меня, я помню, версии менял, не сохранилось. Вот это было обидно, но я их там в течение 5 минут все опять создал, как я, ну, что я уже помнил, какой у меня был дизайн, да, вот этого всего. А сами купленные эффекты, они, в принципе, переносятся, потому что ты эффект купила. Просто я беру сразу годовалую лицензию на всю, ну, на серию. Допустим, у меня выходит обнова, я ее обновил, и класс, еще какие-то штучки добавились. И на обновлении 2021 звука и видео синхронизация была. Фишка, я просто кайфовал, потому что этого мне не хватало, потому что я записывал на маленькую экшн-камеру с микрофоном, соединиться, вот это вот догнаться. Лех, мы тебя тоже любим. Конечно же, давай. Леха, напиши, что сегодня стримить будешь. Какой у тебя стрим? По какой игре? Такие вот дела. Что еще я хотел вам рассказать? Давайте просто магу нажмем. Так, ну по Малави, короче, мы поняли. Если что, Вахрам тоже занимался не один день. Может к нам присоединиться. Будет. Но делал мувики для КС, там есть интересные такие возможности, переходы, потому что я делал это для игр, возможности вам тоже будет это интересно, у кого есть игровой контент, связанный, короче, с шутерами там и так далее. Вот. Круто. Это будет очень полезная информация, я думаю, для многих. Так что вперед, ну, то есть, если, ну, мы сделаем Уд- это, я не знаю, Удобно, удобная вещь, там я делал подсветки специальные разные, но для ТикТока, для телефонов делал. да. Ну, супер. Ну, классно было, этот, ну, взлетало там, там просмотров тоже там 725, по-моему, 820 даже выходило там на Это у ТикТоке тебя на там. другом канале было, да? Это на другом канале, он до сих пор есть. И я тоже ТикТок, но я его забросил, в общем, да, вот. Мгм. Бывает редко, но метко, бывает там что-то, может быть, выложу, но уже мало там, по просмотрам уже набирает. Да-да. У ТикТока, к сожалению, работа функции совсем другая. Если ты забрасываешь, то ты пробираешься, короче, через дебри. Ну, понятно. Вот. Да, но если, в принципе, здесь неживые каналы бывают такие на Ютубе, которые прям долго не было, и тоже им не так просто, некоторым каналам чуть-чуть проще, но, опять же, знаешь, все можно сделать. Да, алгоритм у каждого свой поднастроен, и, к сожалению, оно вот так вот именно. Просто напутствие вам такое на будущее, но если вам что-то делаете, которое вам по кайфу, вам это нравится, то есть вы общаетесь с людьми, как мы это делаем, вот ежедневно, можно сказать, уже, и не забрасывайте это дело, и тогда будет все нормально, потому что все-таки дело там не в каких-то плодах, а дело в том, то, что, даже у маги, видишь, тут список людей, вообще молодец, мага. Дело в том, то, что, ну, как бы, общение, чтобы не прерывалось, и чтобы сам алгоритм Ютуба видел, ага, канал живой, все нормально, ну, то есть, чтобы нигде не остался забытым или что-то в этом роде, будет супер, да, ну, то есть, я вижу какой-то в этом все равно, да, вот люди, кто занимается вот этим, кто более или менее уделяет там много времени, по-своему много, и какое-то это будущее есть. Я вот сейчас запишу так чуть-чуть прям для сегодняшнего влога, так на чуть-чуть, пару секунд раз, 10 секунд прям с телефончика записал на будущее. Я думаю, все-таки это есть, конечно, какое-то будущее и плюс тому, что у нас все-таки общение и э, видно, да, кто-то делает на отшибись, кто-то делает контент наперед уже на будущее, да, и я, ну, кто-то вот как кто как может. И все из-за этого, вот это, опять же, фишка наша, каждого, каждый себя выделяет тем, то, что, э, напоминаюсь уже, опять же, какой раз говорил за 2 недели, каждый индивидуальный, у каждого свой настрой, у каждого свой подход к этому всему, такие вот дела.
Мага цифровой чувак, ну вы поняли подкол. Да не то слово, не то слово. Магу скоро можно будет делать в дигитальном цифровом формате, где-то будет по Ютубу ходить, видосы заливать. У Мага просто это человек, у которого тонна контента, и причем то, что у него ролики даже не подписанные. И нормально. Вот он сейчас начал подписывать. Наконец-таки я его там подпинывал. Вот. Теперь у него хоть некоторые ролики хоть начал подписывать. Но опять же, когда вот он разойдется, за раз заливает. 15 роликов за раз залил. И название ролика это только год, месяц, число и время. Вот так вот. Так что кто-то тут сидит, запаривается по названию ролика, а Мага просто заливает 15 роликов за раз и не парится. Ну, дату ставит и все Это не как он бы. ставит, это автоматически, когда ты записываешь на компьютере делается. Дата сама Это автоматически все ставится. автоматом записывается, дата, число, все от ОБС, когда ты записываешь. Вот как. Я-то Просто он думал, просто дата открывает сама YouTube, ставится. вкладку «Залить ролик», да, вот здесь сверху, и заливает сразу же по 15 роликов и не парится. Вот, помойка, на новых шортах у него стоит новый проект. Именно по 1500 он набирает просмотров. Как тебе такое? Вот видишь, вот смотри, тебе хороший пример. У него сбил самолет, написал, или шорт у него есть. Вот здесь новый проект. 1156 просмотров. Новый проект. 1414 просмотров. Новый проект. 1239 просмотров. 1295 просмотров. Новый проект. Шорты эти, смотри, в храм, они тебе канальную статистику вот здесь вот, когда ты на информацию канала, вот здесь вот взрывают. Да, у тебя здесь растет число просмотров, то есть, да, и всего, и всего. И, соответственно, да, зато от души. Именно, Алекс, он делает это по кайфу. Мы с ним вот общались, мы у него были пару раз на стримах, в Ахрам присутствовал, Денис. И еще будем не раз, я думаю, вот четко все, да. Единственное, надо давать какое-то такое направление. Вот он пару роликов он подпишет. Вот мы были здесь, вот Porsche Panamera он подписал, Ferrari подписал, вот еще было в моем присутствии, там, да, BMW, Lexus, это он спрашивал, как, чего. Но потом что-то он опять разошелся, залил 15 роликов без названия, но этого не остановило, и это работает, вы сами видите. Конечно же, да, тут чуть-чуть по-другому, да, не как некто там заморачивается, там, шапки, не шапки. Как может, так и делает, но дело в том, что он такой игрок с большой буквы И, то, что прям играет, прям как прям день-ночь, заливает, пишет, это просто вообще машина. Шапку надо будет тоже насчет этого подумать, насчет шапки, смотри, маги, можно было бы тоже какую-нибудь шапку сделать, прям, чтобы там гелик был, я не знаю, там, ну, он видишь, человек-автомобиль, надо что-то над этим подумать, помочь как-то ему сделать красивую вот здесь такую шапку. И будет вообще все супер. Потому что у него на шапке внизу отображаются фотографии уже другие, обрезанные, да. Что-то не очень выглядит. Надо сделать красиво. Надо что-то с этим придумать. Такие вот дела. Так что сейчас мы прям за полчасика захватили. И шортс захватили, и это захватили. И то захватили. Много информации, да. Сегодня прям у тебя будет такой раз. Блин, о чем же говорили, да? Захватить такое. Но все равно, смотри, первые плоды есть. Я говорю, вот сейчас плейлисты сделаешь, будет сразу выглядеть по-другому. Я объяснял, вот у нас в чате присутствовала девушка, она у нас была на стриме у Чиканога на той неделе, когда мы взрывали YouTube, рвали, Даша Няша. И получается, у нее тоже там были какие-то мелкие нюансы. Мы зашли к ней на канал, просто посмотреть, когда мы показывали всем каналы, а у нее в плейлистах все видео находились, которые не принадлежат ей. И это как бы, ну, не та степь, то есть она делает свой контент, она создает канал свой, да, и я говорю, так, сделай свои плейлисты, чтобы люди заходили по темам, по полочкам, видели твой контент. И достучались, она потом, в принципе, перезвонила мне в Дискорде, я объяснил, все, она создала плейлисты. И, кстати, давайте-ка быстренько это проверим, поскольку прошло уже почти неделя. Завтра будет неделя. Вот она, Даша Няша. У нее уже точка, новый контент. Мы нажимаем плейлист.
Плейлист есть, мои клипчики она создала. 151 подписчик. Всем огромнейшее спасибо, кто на нее тоже подписался. Молодцы. Даша вот строит тоже свой контент. У нее есть. У нее еще пока его мало. Но это клипы теперь все ее. У нее здесь плейлисты у нее были совсем другие. То есть, которые не присутствовали. То есть, не были созданы ей. Поскольку, я говорю, канал твой, ты его делаешь уже. Делай так, что... Что колокольчик-то умирает? Я же колокольчик поставил. Я говорю, давай делай, чтобы здесь плейлист был, где именно твои клипы, и создай, и получается... Фишка плейлиста, знаешь, в чем, Ахрам? А в чем? В чем именно? Ну вот, смотри, допустим, у тебя здесь видео есть, да? Вот твой канал. Сейчас как бы тебе показать. Так, бывает такое, что я с этим сам уже столкнулся. Вот твой канал, допустим. У тебя сейчас нет плейлиста. Вообще никакого, да? Включаем твой видос, Serious Sam. И следующий нажимаем, и идет у меня Дед Радин. По списку уже полетел. Почему-то прямая трансляция. Смотри. Сейчас у Радина трансляция идет. Мы ему так уже в чатик напишем. Поскольку я включил твой просто видос, а не плейлист, следующий, да, вот здесь вот у тебя есть пауза, и потом следующий нажимаешь. И он перепрыгивает рандомно. Тимыч, привет! Привет, чат! Здравствуй! Я понимаю. И он перепрыгивает уже на другого, в общем, стримера, Да, да? он может на другого стримера прыгнуть. Он может прыгнуть на человека, который у тебя Я есть понял. в подписках. Может просто... понял. Да, Если, я понял. да, если ты ни на кого не подписан, он может взять какого-то рандомного человека, у которого контент похожий по тематике, как у тебя, под настройкам. Понял? А если у тебя, допустим, включены, вот как Даша Няша, видишь сейчас? Смотри, вот я включаю ешний клип, ставим лайк, все, Даша, все, музыка пошла. Нажимаем дальше, и здесь открывается вообще канал, у которого 18 миллионов подписчиков, да, это вообще непонятно, что за дела такие. Ну, то есть, контент больше не с этого канала. Вот. Теперь смотри, вот я лайк поставил, лайк опять убрался. Почему? YouTube, ты что творишь? Уже третий раз так делать сегодня. Теперь, смотри, я нажимаю на плейлист. Плейлиста фишка в чем? Ты включаешь все показать. И у тебя теперь, после того, как я здесь нажму дальше, включается следующий клип, но с этого же канала, а не какого-то левого. То есть ты включаешь плейлист, это как вот, как CD-ченджер, как диск какой-то, аудио, компакт-диск. Да, включил его, да, или видеокассета. То есть именно твой контент, теперь смотри, справа теперь здесь окошечко, все показанные вещи, именно канал, который именно создала Даша. Просто что они здесь сейчас у нее здесь не по порядку, это можно все менять, это она может сама в настройках делать, да. Вот тебе живой пример, ты сверху можешь нажать рандом, или вот повтор, когда плейлист закончится. Я нажимаю всегда повтор, потому что плейлист прокрутился и заново. Теперь, допустим, ты вот нажимаешь на другой любой клип, и опять же этот клип с этого же канала, а не с другого какого-то левого. В этом, если плюс, допустим, если человек зашел к тебе на канал, и у тебя Serious Sam, ты сделаешь плейлист, тебе Serious Sam 2, да? Он такой, о, классно, классно, смотрит такой, заканчивается видос, но после этого видео включается вообще канал, который с твоим каналом ничего общего не имеет, кроме того, что у вас может быть какой-то общий тег или общее что-то, словечко в описании, которое алгоритм YouTube сказал, ага, вот похожий контент, смотри теперь его. То есть он рандомно рекомендует. Там есть некоторые зацепки в рекомендации, чтобы алгоритм поймал суть этого всего. Но если ты включишь твой плейлист Serious Sam, у тебя, допустим, будет на канале Вахрам вот так вот плейлист Serious Sam, и вот здесь по полочкам хэштег 1, 2, 3, 4. Это все выставляется абсолютно. То есть, когда ты создашь плейлист, мы это можем попозже сделать, и это будет все круто. И у тебя здесь как бы, да, он включил плейлист, он посмотрел первый, и у него автоматически будет твой же с твоего канала второй видос. Все. Ну, то есть, вот это вот задумка плейлиста, и это как тебе, во-первых, как твоему контенту в продвижении, это тебе прям вот такой в 200% прирост. Потому что человек, посмотря первый ролик, если он ему прям зашел, он автоматически получает твой контент дальше, именно твой, именно по плейлисту, а не
какой-то другой канал. Это здорово, да, я не против, в принципе, почему Да, бы нет, так что потому что, тебя задание будет, мы, в принципе, можем после этого попозже это все сделать обязательно. Я с удовольствием тебе помогу, потому что там есть создание плейлистов. Несколько маленьких нюансов, совсем такие минимальные. Когда их будешь усматривать, все, потом полетело. Забыл сказать, что нам из России в ТикТок лить надо через VPN. Может быть, я ТикТоком вообще не пользуюсь, ребят. Я пару раз там попробовал, посмотрел, но в телефоне понял, что это все не мое. И вот это вот залипательные вещи. Сейчас у нас есть шорты на Ютубе. ТикТок нет вообще такого. Круто, если кто-то пользуется. Да, есть такие люди, делайте, почему нет. Там тоже своего рода контент, да. А так, в принципе, да, через VPN много чего работает. Ну вот, видишь, тебе, как бы сказать, такой наглядный пример. Даша Няша, видишь, она сделала, клип прошел. Допустим, вот здесь нажимаешь на таймлайн, нажимаешь дальше, следующий клип, и включается ее следующий клип. Все. И ты просто сидишь и получаешь удовольствие, смотришь контент. И получается, как в данном случае, у нее тут 8 клипов, и все музыкальные, да, как бы ты включил это как музыку, сверху нажимаешь, чтобы повтор был плейлиста, и то есть она крутится, так как радио, как музыку, ее можно слушать фоном, можно смотреть, супер. Такие вот дела. И советую, у кого много контента, особенно по разным играм, по темам, делайте плейлисты, это вам поможет, и вам легче будет, и легче будет человеку, который зашел на ваш канал, продвижение вашего же контента, продвижение, чтобы он остался здесь, смотрел. Такие вот дела. Ну, я думаю, знаешь, как мы сделаем? В следующий раз просто я буду запускать именно какой-то стримчик через пару дней именно по монтажу. Какая-то помощь, может, какие-то фишки монтажа. И именно там уже можно будет разобрать какие-то вот эти вот нюансы. Да, я уже себе пару вопросов этих написал, пару слов насчет динамики монтажа, насчет вот этих фишек, что ж ты говоришь, чтобы как бы оставался, который ты мне спрашивал. Это все мы уже, думаю, возьмем в категорию монтажа, поставим, да. Будет самое правильно. Сегодня мы такую вот материю Ютуба, такую вот настройки, в принципе, которые ничего особенного, как сказать, ничего сложного вроде бы как не представляют собой, но если эти настройки соблюдать, ваш контент совсем будет по-другому выглядеть на YouTube, и, соответственно, человек, зашедший на ваш канал, он его быстро не покинет, то есть он здесь останется и будет наслаждаться этим же контентом, через плейлист дальше смотреть какие-то вещи, то есть, допустим, как у тебя сейчас, да, у тебя много, как несколько стримов по игре Зифу, по игре Sirius M, по игре Hitman, да, то есть у тебя уже напрашиваются плейлисты на эти вещи. Если бы у тебя, допустим, была просто вот один стрим Hitman 2 и все, и больше его не было, то я бы сказал, ну, тогда, в принципе, и плейлист не нужен. Но если у тебя больше, чем один стрим, то есть один контент, да, или как вот один сейчас, одна нарезка, да, то, соответственно, уже, когда уже два, один плюс, все, надо делать плейлист. Я за это, и потому что, ну, сам пробовал, я вот так вот на некоторых каналах прям заходил, у них там тоже по полочкам, по темам разложили плейлисты, и очень удобно, я включил его, и чтобы потом тебя кто-то не перебрасывал на другой канал, ты уже автоматически как бы смотришь именно контент с этого канала, потому что это уже первые 2-3 видео тебе понравились, и ты хочешь получать дальше этот контент, но поскольку если ты будешь просто смотреть видео, тебя выбросит в другой рекомендованный YouTube канал, а именно, да, именно ты хотел бы здесь остаться, и этим самым ты подкрепляешься в плейлисте и вперед. А рост у тебя на видосах есть. Смотри, 2 месяца видео, 231 просмотр. И видео не 7 секунд, не 2 минуты, а видео 17 минут. Я не знаю, конечно, какое там удержание на этом видео, но я думаю, что еще пойдет. Тем более сейчас ты еще подкрепил субтитрами, подкрепишь это еще плейлистами, и будет. И шапку канала, конечно, попробую на днях поставить, или сегодня же попробую поставить, чтобы вот здесь такая большая шапка была. И остальные уже настройки мы с тобой уже сделаем вне стрима, именно чтобы, как сказать, тебе сосредоточиться на твоем канале, да?
Да-да. Сейчас просто такая показательная. Я попозже. Я сейчас хотел кое-что сделать после стрима, показать вам еще раз, кто не видел, кто не знает, кто совсем недавно подписан на канал. У меня было вот сегодня у меня был влог, утром вышел, 20 лет, теперь уже мы здесь. Сейчас я скажу вам, секундочку. У меня тоже ж плейлисты есть. И 99-й, да, я сейчас один добавлю. Я хотел, короче, когда у меня будет 100-й влог, именно 100-й, я хотел добавить, как сказать, не добавить, а хотел включая плейлист влог, и все сотни с нуля, то есть с первого влога моего на канале, сначала это было интро, показать до сегодняшнего дня, и сейчас после стрима я это все настрою, и обязательно посмотрим. То есть я включу сейчас стрим, сколько у меня этот плейлист будет идти, я весь этот плейлист прокручу сверху донизу, да, то есть все 100 видосов. Они все по-разному короткие, посмотрим все вместе, да, ну, смотрите. Тимыч пишет, можешь посмотреть мою нарезку на Бархат. На Бархата? Да ладно. Да, это здорово. У Тимыча 66 подписчиков, молодец. Это Мафия здорово. 4,46, красавчик. А чё так просмотров-то мало? Тимыч тоже делай субтитры. Ну-ка, что там сделал Тимыч? Давайте-ка одним глазком-то посмотрим. Ну, я поставить не успел. Игру сегодня проходить. Так, Диман, Вархан, ты вообще играл в это, в мафию? О, мафия это очень интересная игра. Я вот, знаешь, если честно, впервые вообще прохожу мафию на Соньке, блядь, ремейк. Я играл на компе, когда там графа была, блядь, квадратная, блядь. Как мамонты, блядь. Какая модель? Все, погнали, ребят. Да, вот Дудит. кстати, этот... Дудит, значит, работает. Едем. Это вы в воскресенье же играли, да? Тихо, 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 тихо. Проезжаем, Междурей, проезжаем. Блядь, чуть-чуть. Ёбаный, это надо так стрелять. Ёбаный в рот, блядь! Эх ты, блядь. А я и не... Блядь, все Вот, пизда. летчик. Это до вечера увидимся. Ир, как там, что? Перевернуть машину, что надо сделать? Блядь. Ой, А что-то я не вижу, что там горит. да ты все, ты на бочине после этого лежишь и как? Ёб твою мать, что сделать? Перевернуть машину нажми. Перевернуть машину нажми. Красовина внизу. А, вот, бля. Потому что нам игрок очень нравится. Короче, Давай, такой что ты, контент очень. Поехали. нравится. Поехали. Да, ребят, управление, конечно, тут такое же невыносимое. Просто невыносимый управляха. Меня несет как... Ну, бля. Ее несет как говно по трубам, ебать. Катерин, привет, привет. Добрый вечер, Катюш. Ну вот, в таком плане Тимыч тоже свои делает шаги. Я смотрю, у него прям программка, поскольку бесплатная, в правом углу стоит KineMaster, то есть это логотип программки, как я понимаю. Да, это такая озвучка, конечно же, ну, кто-то любит, кто-то нет. Надо смотреть. Мат это честность, я сам тоже сапожник 100. Да, Денчик, да нормально, я, в принципе, я не сказал, чтобы так сильно. Может быть, конечно, где-то в видосах, а так нет, самое нормально. Как-то, да, я помню, присутствовал как раз-таки на стримчике, я был в дороге, зашел, Но здесь было такое дело, да. Ну, действительно, зачем себя прятать? Если вы себя прячете, вы это, ну, надо вот как... Да. Как, ну, некоторые, да, некоторые чуть больше, некоторые чуть меньше. Как еще раньше говорил Роман Трахтенберг, говорит, я, говорит, не матом не ругаюсь, говорит, я матом разговариваю, да. Это есть, конечно, люди, которые могут так жонглировать вот этими словами, где прям каким-то юморком вставляют, это намного, ну, интересно, а они прям поливают, да, у Александра такой микс, да, и, конечно, поначалу такой, да, потом привыкаешь вроде бы,
Да, да, помним. Ну, а что поделаешь? Ну, молодец, как бы старается, Тимыч старается, пробует что-то в этом направлении. Клево сделал нарезочку, супер. Я делал похожие нарезочки, но я, конечно же, сам по себе я стараюсь наоборот, как-то мне э, Парагоз, ты это бесу про мат напиши. бесу. Да, есть такой, он там обычно это, ну, он не может, короче, он комментирует обычно, но так. Ну, Да-да. шутки-прибаутки, да, действительно. Мгм. Да-да, это все по-разному. Да, все Я в по-разному, этом ну, плане как раз конечно, таки да. наоборот фильтр здесь стараюсь, потому чтобы меньше, потом его еще и в жизни применять. Как бы для меня это такое, знаешь, перевоспитание стало, что, потому что меньше стало применять. И опять же говорю, вот я когда увидел, что, ну, на телевизоре, допустим, дети, они смотрели стримчик мой, такой, ну все, типа, надо это тормозить, как бы, да, то, что буду сейчас говорить, а потом дети мои же сидят там в соседней комнате в телевизоре смотрят мой стрим, а я тут заливаю, как бы, да, такие вот дела. И я не позволял себе это, ну и такие вот дела, так что нет. Ну, вот он включил опять, играет, да, вот он играет, ну-ка, ну вот, красавчик, так оставлю его. Пускай играет, наслаждается игрой. Ну вот, Тем это хорошо, что ты поддерживаешь Бархатова, это очень приятно на самом деле, да, не вот это нормально, как сказать, почему нет? круто, это Я вот круто. какие проблемы? Потому что человек такой, ну, все разные, каждый индивидуальный по-своему, да, я говорю, опять же, в начале меня также вот Чеканок поддерживал сильно, потому что я в этих стримерских делах как бы, ну, новичок был, да, то, что я тоже, как вот ты, вот делал какой-то контент, да, для себя, там, для других, но он не продвигался. У меня несколько месяцев вообще какой-то роста подписчиков вообще не было. Было тоже тяжело, и приедешь куда-то, начинаешь записывать, и спрашивают, что ты записываешь. Я говорю, ну, на YouTube там, а сколько у тебя подписчиков? Всех вопрос такой. А их-то и не было, да, там у меня там, допустим, было 18 подписчиков было несколько месяцев, потом было 80 подписчиков у меня было несколько месяцев, потом мы познакомились с Ильей, он меня пару раз тоже показал другим, а теперь мы, можно сказать, так вдвоем показываем вас всех. Вот так как-то это все переросло и тоже как бы, ну, оно как-то вот так вот движется. Я не знаю, конечно, как это объяснить. Вы можете посмотреть. Хороший, я как-то тебе, я вот его оставлю, как бы, я его не выключаю, просто звук вырублю, пускай работает. Я хотел бы, я не знаю, как с Чеканок, сколько ты смотрел его, как бы он сказал мне, подписчик, там все, вы общались, смотрел ты у него или плейлист распаковка, как человек вот изменился, да, ну, в плане том, в плане в нормальном, я имею в виду, мы ему сделали так, чтобы контент выглядел по-другому. У него есть плейлист, 6 видосов, распаковка Коробкинса, да. Зайди, посмотри, как-нибудь время у тебя будет, и потом можем это обсудить, если хочешь. Потому что некоторые вещи, говорю, вот в плане в этом, то, что мы с Илюхой также познакомились, ну, некоторые вещи в плане техники, там, да, там какая-то была поддержка, помощь, потому что не каждому вот этот под силу, да, то есть у него какие-то вот эти вот были уже изначально заложены, да, вот эти вот ораторские, он может там вести стримы как-то, потому что он много стрим вел без камеры, все дела, там у него первый, да, играл, общался там, да, и я ему тоже напоминаю про вот этот фильтр, когда он начинает много использовать лексику, как вчера было у него на Devil May Cry, сам видел, я ему написал, ну, типа, давай, там есть на ютубе фишечка, 18 плюс ставишь, чтобы это, да, чтобы детки до 18, чтобы не смотрели, потому что, ну, я ему уже так пару раз делал, он послушался, потому что там были, он реально, у него, когда он начинает гореть, и там уже прям много было, его рекой лилось это все, говорю, это, ну, как бы не для всех ушей, зачем? Не надо, потому что у него также есть нормальные стримы, где все это четко работает. И в один прекрасный момент такая же была ему поддержка, мотивация, где подправили картиночку, подправили звук микрофона, и сейчас ты видишь, что ты видишь. Такие вот дела. Это, то есть, здесь ничего такого, какой-то магии никакой сильно нету. Это все можно посмотреть, все на ютубе осталось.
на память. Так же, как и у меня. У меня вот в начале октября первый стрим был, где я там сидел тут, настраивал, скрипело, шумело, такая жесть. Сейчас тоже вот так вот, да. Хотя, я говорю, я вот год назад в это время я даже себе представить не мог, что мы вот так будем сидеть здесь что-то рассказывать и объяснять, да. У Ильи харизма радиоведущего есть и очень четкая. Да, он классно вел, потом мы поговорили. А вот он и Радин. Привет, привет. Забегал, включил канал твой. Я что-то не ожидал, но вот он здесь. Здравствуйте. Очень рада, что вы опять на Ютубе. Очень рады. Видел на днях. Смотрел Photoshop, но был фоном, потому что был чуть-чуть занят. Но этот стримчик видел. Там прям такой получился Photoshop у Радина музыкальный. Кто не видел, зайдите, посмотрите. Прям такая была музыка, такая активная. Такие вот дела. Как тебе? Какие твои эмоции? Какие твои сейчас мысли? Расскажи, поделись с нами несколько минут. Рассказывай, что, как, что сегодня такого интересного узнал для себя, полезного. О, очень познавательно на самом деле, потому что я про YouTube действительно я много чего не знал вот так вот. И да, вот про субтитры я тогда узнал, вот тогда полезная такая штучка, вот решил попробовать там. Потом у нас пошли подсказки, конечно же, каналы. Ну, ребят, если вы там хотя же заходили, да, там то, что там пусто, я просто не знал, короче, как их ставить. Ну, просто не знал, не знал, в общем. Да. Ну, теперь Но как потом, подсказки сегодня будешь но делать, потом, даже после сегодняшнего дня. ну да, ведь да, да, и плейлисты, на плейлисты я то, что понял, ну, мне не хочется, да, там, ну, что, представляешь, там, ну, делать ты полдня или там день контент, и тебе это раз и перекидывает там на другого человека, да, у которого там, ну, миллион, да, там, ну, очень хорошая такая смотрибельность, да, и это тоже я, конечно же, все это закрою. Да. Вот. Плейлисты твои, именно твои, будут Мгм. плюс тебе в продвижении, плюс вот ты упрощаешь этим жизнь тому, кто тебя смотрит, да, чтобы они смотрели, были как бы зацеплены на твоем канале, то есть как бы удержание такое небольшое, да, то есть какой-то процент, они смотрят, ага, все работает, то есть у тебя все серьезно здесь, то есть есть контент по теме, все раскладано по полочкам, как в магазине. То есть, да, ты этим, опять же, зацепляешь, держишь людей, да, все. Ну и твоя подача, как бы, да, если ты будешь сидеть там на стриме такой, такой, да, никакого такого, знаешь, экшен вот этого такой, как ораторского вот этого нет, тогда, конечно же, сам понимаешь, да, куда пойдет публика. Ну, молчание, да, я, ну, стараюсь особо сильно не молчать. Да, это и есть такое. А я вообще, я в тайную, в общем, стримил, не буду говорить, какая платформа, вообще и Не, хочу нет, рекламировать. Ну просто тайно, да, вот так вот зашел, потому что людей там не было. Ну, там в основном был, там подписчик у меня, в общем, старый, который остался с канала, меня до сих пор поддерживает, меня смотрит, это да. приятно. И вот мы там с ним, в общем, веселимся, бывает, я горю, в общем, это, и он на это смотрит, как бы там, он там смеется, он потому что прекрасно понимает мою боль, потому что он тоже эту игру будет проходить. И вот как-то вот так вот, и вот за исключением вот этой вот энергии его, я, в общем, и шутил. Вот, и то, Да. что я вот нашутился вот это вот, и я подумал, что все-таки это нужно как-то запечатлеть как-то в нарезку, потому что многие моменты, они в конечном итоге были сыграны рандомно. Да. И даже вот этот рандом, он очень сильно помог мне, в общем, кое-какие места там, в общем, сделать интересными, прикольными. Мгм. Вот. Ну, Очень рад, да, то, что мы рассмотрели, короче, все вот это вот. Просто есть кое-какие моменты там, которые я не понял, но ты, в общем, ну, соглашаешься в том плане того, то, что можешь помочь мне в Дискорде. да, какие А, проблемы? Мы сейчас, Да, да. я сейчас пообедаю и потом включу просто другой компьютер, потому что я хотел здесь запустить стрим, Да, да, который я уже отлично было обещал. обалдеться, Покажу да. сейчас, включим, чтобы вы прожили со мной эти все влоги, то есть включу стримы от 0 до 100.
как это было, как это начиналось. Тебе параллельно на другом компьютере, конечно же, сядем спокойненько, включу в телефоне Discord, и это все очень просто. Просто, как сказать, ты делаешь это не для меня, ты делаешь для своей аудитории, да, и потом тебе будет проще Нет, ну, просто... э, ну да, и как бы то, что поддержать ребят, в общем, то, что вот, допустим, я захожу, ну, как-то вот, знаешь, ну, вот, уже неприятно просто так вот, и хочется и тебя поддержать, допустим, там, Да, это все хочется и понятно, Илью да, но поддержать, ты... хочется другую интересную аудиторию поддержать, которые очень интересные ребята, Конечно, к конечно. которым, бывает, захожу. Ну, И ты вот. все будет, все это сделаешь, просто пойми одно, вот этот ресурс, время, которого нам не хватает. Вот сейчас, на данный момент, я мог бы зайти к 6, к 7 человекам, да, ну, то есть к нашим друзьям, к подписчикам, и тоже охота каждого поддержать. Утро у меня начинается с комментариев. Но ты иногда должен ставить приоритеты, ты не можешь разорваться. Я пробовал, но это, к сожалению, нам не посильно. Тот фактор времени, который как бы ты хотел бы уложиться в YouTube, к сожалению, его нет. И я бы с удовольствием бы, ну, бросил бы свою работу на заводе или еще где-то у меня есть работа, и всегда бы находился здесь 20 часов в сутки с вами, но, к сожалению, мне это не приносит никакой финансовой поддержки пока еще, да, чтобы я здесь находился столько с вами. Если мне YouTube будет столько же платить, сколько я нахожусь, сколько я получаю на заводе, то я здесь буду сутками с вами находиться и, соответственно, помогать в том плане, в котором я считаю нужным, потому что, ну, это пока еще анонс есть, ха-ха. Анонс есть, да, я сейчас, я уже до этого напоминал, я заранее стримы не планирую, просто включаю и полетели, но я сейчас здесь уже воспользуюсь моментом, я сейчас включу влог, прям изначально будет стримчик, можете общаться, пишите, потому что мало кто видел влоги, особенно те далекие, первые, как все начиналось, и ты будешь уже, соответственно, по влогам, я для этого их и оставляю, чтобы вы видели качество, то есть и мое же развитие, как я 2 года назад монтировал, как я монтирую сейчас. И это, опять же, вот тебе тоже в охрам на будущее. Если ты какой-то сделал видос, на канал залил, и тебе не нравится монтаж, попросил бы тебя его не удалять, потому что это твой же рост будет личный. То есть через 2 года, когда ты пробудешь на ютубе, у тебя будет 300 роликов охрененного контента, и каждый ролик будет становиться только лучше. Ты потом создашь когда-нибудь свой плейлист, включишь плейлист, и ты будешь видеть свой же рост. Нет, Вот. конечно же, удалять я не буду, потому что я все-таки как настрадался. Да, ты уже Настрадался. понимаешь, Да, видишь, я, да. я монтировался, я монтировал, потому что это и уходило очень много времени. Я, конечно же, это удалять не буду. Да, 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 да. Это все верно, это все именно вот так, потому что, ну, есть такие товарищи. Я сам с моего другого канала пару роликов удалял, с первого, да, но больше я этим заниматься не буду. Вот первый стрим мне тоже, я как посмотрю, мне не то чтобы стыдно, но я бы, если бы честно, бы его не оставлял, но Илюха настоял на том, чтобы я его оставлял, и теперь я это понимаю, вот эту фишку всего, и советую всем, даже если у вас что-то там не получилось, конечно, там, ну, в планках разумного, но даже если какие-то там ролики или стримы, или где-то у вас что-то там не получалось, какие-то были технические неполадки, но это есть вы, это технические ошибки всегда бывают. У нас настройка стрима во время стрима нормальная тема. Это, во-первых. Во-вторых, все допускают ошибки, техника может какие-то нюансы сделать так, что, ну, как сегодня, допустим, вот тебе живой пример, сегодня мы хотели стрим начать чуть-чуть раньше, но поскольку Windows сказал, я хочу обновиться, и я не смог ему уже в этом отказать, но в том плане, то, что мне пришлось ждать, загрузиться, все вот это вот инсталляция и так далее, и так далее. Частенько меня также с этим подпинывает OBS. То есть OBS вроде программка не маленькая, но забирает много ресурсов у твоего процессора. Плюс ко всему тому ты хочешь начать стрим, ты настраиваешь YouTube, включаешь OBS, и он тебе такой говорит, а у меня обнова. И назад путь есть всегда редкий. Обнова, в принципе, это
в 95% случаев это хорошо, то есть какие-то там технические неполадки со стороны софта исправляет студия, и, соответственно, конечно же, лучше ее принять. Иногда обнова может нести за собой какие-то минусовые, да, там, эффекты, но это редкость, это как бы исключение из правил, которое всегда присутствует, и это надо об этом не забывать. И у меня так OBS, у меня уже 2 или 3 стрима так подвело по одной простой причине. Сейчас вам сразу же прям эта карта на стол, что если вот так, допустим, я стрим провожу не ежедневно, особенно если я работаю, все нормально со здоровьем, и я очень много провожу времени на работе, а то и на двух, стрим раз в неделю, как повезет, а то и два. И когда вот 2-3 дня промежутка времени между включением компьютера, ты включаешь, у тебя это хочет обновиться, это хочет обновиться, это хочет обновиться. И это все вот это вот такое, тормозная система сработала. То есть ты захотел, ты приходишь 10 минут до стрима, сейчас включу компьютер и погнали. Включаешь компьютер и никуда мы не погнали, потому что все хочет обновиться, это все нужно время. И после обновы обязательно нужно перезагрузить комп, и это все как бы вот забирает у тебя твой самый важный ресурс, твое время. Вот так вот. И это об этом. Так что для себя, я думаю, ты, ну, выделил какие-то пункты, что уже, конечно же, ты забыл, потому что стрим 2 часа 50 минут без проблем. Стрим обработается через день, через два. В этом стриме будет в описании стоять тайм-коды на какие-то интересные штучки, факты, на вот эти вот разделы, чтобы было проще человеку в 3-часовом стриме себя найти, то есть полезную себе информацию, чтобы не пересматривать весь стрим. Ну, вот так вот, знаешь. Это все делается ради того, чтобы можно было проще как-то пробежаться, да, по тем важным пунктам. То есть человек, допустим, ну, видит какую-то сейчас вот превьюшку, да, заглавную какую-то идею, но не понимает именно о чем речь. В описании, когда будет стоять именно тайм-коды, тогда ему будет уже проще двигаться по тайм-кодам, то есть он уже будет видеть прям пункт за пунктом, ага, здесь разговаривали об этом, об этом, об этом, нажимает на время тайм-кода, и он попадает именно в ту секунду, где ему надо, чтобы не смотреть все 3 часа, да. Вот так вот. Это все будет, конечно же, в будущем, потому что я сам понимаю, редко, то есть очень много людей, которые вот присутствовали на стриме или где-то видели, что был стрим, кто это будет пересматривать, потому что это очень много инфы, это много времени нужно, а времени не хватает, а еще большинство из нас, мы от стримера к стримеру ходим, друг другу поддержка, комментарии, хотим посмотреть что-то, но там хоть кто-то хочет еще и сам постримить, времени ему не хватает на все это сразу, и, соответственно, и получается, мы опираемся в этот же, опять же, фактор, самое драгоценное, что у нас есть время, у кого-то семья, то есть вот как вот у меня вот семья, у меня иногда вот как бы тоже прилетает с этой стороны, потому что я как отец должен еще проводить время с семьей, и это не совсем просто, потому что, ну, YouTube очень много сжирает времени, монтаж очень много сжирает время, очень много работа, семья и вот эти все вот эти вот пункты. Попробуй в одно место как бы сплотить, это тяжело очень, да. Как вы заметили, сейчас я вот недельку на просторах Ютуба вы меня можете увидеть не на одном канале, так на втором. Это все связано, конечно же, опять же, вот с вот этим вот фактором, то, что как бы я пару дней не совсем работоспособный человек, как бы, и есть несколько часов в день времени, чтобы прям включить YouTube и прям как я это частенько делаю, у меня там по несколько вкладок включено, и мы смотрим стримы и, соответственно, общаемся и комментируем друг другу и присутствуем, да. Присутствовать на стриме это уже как бы, да, круто. Спасибо за подписку. Да, все супер. Как-то вот так. Так что семейные меня, конечно же, поймут, у кого семья, там это еще вот такой один. У кого семьи нет, у них просто там кто-то работает много, тоже времени не хватает, кто-то еще что-то, да. Мы еще, поскольку вот что, Вахрам монтажом занимается, сам подтверди, сколько монтаж тебе времени занимает, правильно? Полдня, бывает день от силы, как это, как самочувствие еще зависит. М, Рабочий, то есть я имею в виду, когда с работы это да. восстанавливаешься, тоже от этого тоже зависит. Кстати, да, мы сколько общались, я что-то ни раз не спросил, если не секрет, сколько тебе лет?
28. 28 мне. 28. Сколько мне лет, знаешь? М, На пару лет старше. Плюс На пару 8. лет? Ну, плюс 8. А, Так, в 14:30. 14:30 у меня анонс есть, ха-ха. В 14:30 Леха, у тебя сейчас 14:18 или что? Потому что у меня, если по моему 14:30, у тебя уже час стрим пройдет. У меня сейчас 13:18. Не семейные не поймут, они просто пока еще не знают, что это. Юлечка, ты еще здесь, спасибо тебе за это. Да, ты меня очень сильно понимаешь. Вот у нас Юля, допустим, у нас с Юлей одна тема, то есть, что у Юли трое, что у нас тут трое, и плюс работа, все дела, семейные дела, конечно же, это такое дело, и она не частенько, если у нее стрим, то это уже очень поздно вечером, коопы какие-нибудь, игрушки. Да, через 12 минут у Фарагоса. Понятно всем? Через 12 минут у Фарагоса. Объясняю. Радио. Сейчас передает вам Германия. Через 12 минут у Фарагоса. Леха, ты прям ссылочку на свой канал забрось. Сейчас в чат прямо я ее в закрепе оставлю, чтобы через 12 минут к тебе пришли. Я попозже запущу обязательно этот влог, как я и собирался, попозже. Мы еще с Вахрамом сделаем кое-что. Если у тебя сейчас время есть после стрима, да? У тебя есть время после стрима? Чуть-чуть. я? Да, конечно, Ну у вот, меня вот, есть да. время. Мы сейчас просто, Леха, ссылочку в чат на твой канал, я его в закрепе оставлю, чтобы через 12 минут у Фарагоса будем дальше в чате общаться. Мне 7 минут, чтобы рубеж бы сейчас 6 минут осталось. Эм, Как бы вот все вот эти пункты, говорю, которые я вот назвал, всем довольно, надеюсь, это все понятно. Кто не понял, Юля вам напомнила, не семейные не поймут, они просто не знают. Это, к сожалению, да, у кого-то вот мы много встречали людей, которые по каким-то причинам ограниченные там свобода действия, но я имею в виду в плане, то есть что-то со здоровьем, да, у каждого свои проблемы, причины и так далее. И это тоже играет роль. Так, Лехина ссылочка в закрепе. Через 12 минут мы все, через 11 минут мы, не, уже 10 минут осталось, 10 минут. Трова не обязательно было, ну ладно. Но я ссылочку на YouTube в закрепе оставил. Переходим на YouTube к Лехе через 10 минут. Фарагос себе сегодня рекламу сделал тут прямо на Discord, и на YouTubeчик, и на Трова. Да. Время есть постримить, но стримить всякое нет от души, не очень хочется. Где-то один, я с тобой абсолютно согласен. То, что стримить вот это вот по кайфу, Дмитрий, какой Дима, говорю, мне нельзя, я ж помладше, как бы, Дмитрий. Именно так я с вами абсолютно согласен, то, что в том плане, что э, да, если я, допустим, у меня есть настроение, я хочу стримить Резидент, я это делаю. Если у меня сейчас вот сегодня мы договорились с Вахрамом, я его еще спрашивал несколько дней назад, да, мы как-то с тобой общались, договорились именно сегодня, он говорит, все, я не работаю, есть время, мне прям, ну как сказать, мне по душе вот поделиться с вами этой информацией с ним. Кто-то для себя, надеюсь, что-то в этом стриме интересное нашел, услышал, увидел, потому что ему показывали еще визуально на моем канале на примерах. Все это очень просто. Я нагло, я знаю. Да, ты Алексей, потому что, наверное, я думаю, это связано с именем Алексей. И как бы все вот это вот, надеюсь, пошло вам в пользу. Вот это было мне как раз-таки все, что, как говорит дед Радин, по душе. Как бы да, это у меня была давно такая идейка, затейка. Еще будут такие стримы и не один раз на чуть-чуть другие темы, которые меня очень интересуют. Я хотел бы пообщаться именно с вами об этом именно на стриме. И это было бы очень круто, если кто-то еще поддержать хотел бы пообщаться прям. То есть, ну, ваша задача, точнее, ваше, как бы сказать, ваше присутствие на стриме, общение, то есть все просто. Вы должны быть тоже стримером, Discord, и, соответственно, все остальное уже обсудим, поговорим на какие-то определенные темы. С Вахрамом, с которым мы сегодня проводили стримчик, думаю, как-нибудь
в ближайшее время уже захватим такую тему, как видеомонтаж, потому что эта тема ему до боли знакома. Правильно? Скажи «да». Разумеется, конечно, я проходил через Мавави, занимался тоже где-то, наверно, может быть, полгода, короче, этой штукой, Да. собирал для себя что-то интересное. Но в конечном итоге и потом дальше переходить стал к более сложным программам, Мгм. для определенной подачи. Да. Это да, то есть, это, как сказать, каждый по-своему строит это. Я знаю людей, которые там какой-то влог, какой-то контент делают и используют для этого не одну программу, а там 2, и то и 3. Какие-то эффекты добиваются, как вот, допустим, премьерка, там одна премьера, Adobe премьера мало чего собой представляет, если ты еще есть, у них еще After Effects есть, да, там и всякие вот эти приложения, которые прям одна программка другую добавляет, чтобы было вот этот вот именно сок, кайф, красота. Абсолютно верно. Я как-то на Маваи остался, я и через некоторые другие программки что-то добавляю, там превьюшки делаю, но очень все просто, так знаешь, как бы да, кто-то там старается где-то, чтобы сделать там превьюшку, чтобы зацепило, да, но время идет, и как вот это вот показывает нам вот этот вот, ну, тренд, не тренд, как бы там ни говорили, за которым все гнались в свое время, когда у них там превьюшки, яркий контраст, 3D, вот это все, оно как-то отлегает, потому что несколько лет назад прям за вот такими вещами прям была погоня. То есть каждый канал, который там миллионник или полмиллиона, у них там все вот эти вот яркие там вещи прям ставили все. И они до того стало этого всего много, если честно, на мой взгляд. И я так не один уже думаю на данный момент, переизбыток вот этого всего чересчур много стало. То есть вот эти все одинаковые вот эти превьюшки в 3D, яркие, такие перенасыщенные, там где-то что-то с тенями вот это вот. Ну, то есть перемудрили в какой-то момент, и ты открываешь один канал, второй, третий, четвертый, и они все похожи стали друг на друга. Нет вот этой вот изюминки, что ты какой-то индивидуальный, понимаешь? И вот это вот все вот это вот, ну, то есть на классной превьюшке 2-3 объекта, которые будут тебе давать информацию на 80% о видео, это все. Ну, то есть 2-3 объекта или каких-то там предмета или что-то там такое, да, то есть не надо там перемудрять. Некоторые там такие превьюшки сделают, вообще что закачаешься, но как бы, знаете, на вкус и цвет товарища нет. И я говорю, мне кажется, это все вот эти вот 3D превьюшки красивые, вот эти вот все перенасыщенные с вот этими буквами всякими такими. Они до того заполнили пространство вот этого Ютуба, их стало много, и потом вот эти большие каналы перестали быть узнаваемыми, потому что как на канале Миллионник, это как на канале, у которого всего лишь 100 подписчиков, у них, можно сказать, на 95% идентичные превьюшки, и это стало надоедать, как бы уже, ну, чересчур много вот этого всего. Есть еще кто-то до сих пор этим старается делать, кто-то старается что-то сделать новенькое. Делайте просто вот для себя что-то такое, что вам нравилось, индивидуальное вот для других, чтобы как-то ваша индивидуальность цепляла, да, подписчиков и притягивала новых подписчиков. Это вот такое мое, да. Ваша индивидуальность, каждый из нас индивидуальный человек по-своему, индивидуальность ваша должна, как бы, ну, чтобы они смотрели так, ну, что-то интересное есть, надо посмотреть. Потому что есть иногда ты смотришь и по превьюшке, как бы, ну, что там смотреть. То есть она ничего не говорит в первую очередь о контенте, который там будет происходить, да. Это вот как-то вот так. Ну, там, про Инди- превью там очень много всяких интересных моментов тоже есть. Да, да. Варианты есть. Осветлитель используется для осветления картинки, чтобы она была ярче. Потом в конечном итоге можно и как бы быстрый выделитель, который может спокойно слой на слой закреплять.
Да. Ну, очень Вот, много, да. Об этом можно да. будет, об этом можешь как-нибудь сделать стримчик у себя на канале, рассказать, потому что в плане оформления Ой, нет, не ой, ой, ты в плане оформления ты в этом хорошо э, разбираешься. Я видел то, что мне даже очень, ну, как-то вгоняешь меня в нет, нет, краску, нет, это блин. все просто. Тут дело не в краске, дело в том, то, что в этом плане уже как бы я чувствую, это уже будет тема для твоего стрима такого часа на 2 на 3. Будешь как такими графическими штучками, как превьюшку, как что-то построить там, да, вот это вот светлее, темнее, это уже твоя тема, там ты уже ас, Я все познаю и познаю, но когда все я правильно. открываю, допустим, этот экран, и когда я смотрю, допустим, да, я такой, блин, там надо было так, ну, немножко бывает, фон совпадается, вот это вообще непонятно. У меня просто широкоформатный экран, монитор, М. да, и поэтому, в общем, на взгляд вот именно вот так вот, то есть и прочитать сложно, а на телефоне отлично читается. Вот, и вот бывает просто вот, как Век объяснять. живи, век учись. Ты, поскольку сам тоже всему этому учишься, ну, никто не родился профессионалом. Все очень просто. Да, то есть вот, пожалуйста, мы сейчас включаем. У Алексея сейчас будет уже стримчик. Я его так уже врубаю. Здесь вот так бам-бам, бам. Никто не родился профессионалом, да, то есть что у тебя там, что у меня, что у много других наших там друзей, товарищей, ну, как бы все чему-то учатся со временем, там, да, кто-то делает так, что-то, кто-то старается быть на кого-то похожий, но все равно индивидуальность, то есть вот у тебя по-своему тоже свой же также контент индивидуальный, да, ты его просто сейчас вот подтачиваешь, и вот этими маленькими лучше маленькие шаги сделать какие-то такие, да, Ну потихоньку да. учиться. Вот у меня вот так с монтажом было. Я все время любил записывать. Но вот с монтажом тяжело ж, да, вот это все. Пока. Но не унывал, как бы и время от времени оно приходит все. И поначалу думаешь, блин, как это все запомнить? А потом, когда по 1,5 года помучился на очень тяжелой программке, хотя она была бесплатная, я потом купил лицензию, в конце концов начал искать, потому что я понял, что если мне надо быстрее что-то делать или красивее, или я не знаю, ну, надо что-то искать проще, потому что каждый раз в настройках ковыряться это было очень тяжело, очень мутно, занимало уйму времени даже на самые мелкие видосы, и это было просто не то. И в конце концов в поисках, я не знаю, неделю перебирал разные программки, прям записывал их на компьютер, пробовал тестовые версии бесплатные, пойдет, не пойдет. И в конце концов я оказался на канале от Мавави и как-то увидел, посмотрел несколько обучающих видео на Ютубе, тоже же, опять же, на Ютубе включил обучающие видео по Мавави и все, и полетело, да, то есть как-то вот так оно началось, потом все-таки взял, я попользовался, наверное, недельку Мавави, понял, что прям работает супер, много там у них уже фишек, которые ты должен в других программах составлять, они уже здесь готовые на Мававе, то есть нажимаешь в один клик, в 2 клика, и у тебя то, что ты делал на другой программе 10 минут, здесь за 2 секунды работает, и это меня затянуло в эту программу, она проста в обращении с собой, такие вот дела. Это не реклама на эту программу, просто каждый пользуетесь программой, которой вы считаете, что она для вас удобная. Это вам первое. Не это самое. Я не рекламирую ни в коем случае. Я помню интересный момент для себя. Была, по-моему, зима, утро, и мне что-то так захотелось. В общем, такой думаю, ну, я в Cyberpunk, короче, тогда играл. В общем, были Да. такие-то моменты. И я такой думаю, блин, я сделаю обзор. Ну, он короткий, конечно, получился у меня, потому что Да. тогда City Project, в общем, ну, игра, в общем, ну, она лоханулась, короче, грубо Да, говоря. было дело, было. Грубо говоря, и Много людям, хайпа было. и зрителям она не зашла, в общем. Ну, я короткими как-то, вот, знаешь, ну, сделал ее, в общем, обзор. И потом дальше стал идти. Потом я сначала без текста это все говорил, там проговаривал, были потому что оговорки, потому что я очень сильно волновался. То есть ситуация, когда вот там номер тогда идет, да, там 5, 4, 3, 2, 1, и потом начинается там, да, по много дублей там записывал.
Ну, в конечном итоге все-таки справился, потом стали все интереснее, интереснее. Ну, я к обзорам, в общем, подходил со временем, потому что время когда-то было, в общем, именно рабочий график, он мне позволял, в общем, заниматься такими делами. Да. Вот сейчас времени такового вроде как оно есть, но как бы сил он забирает много, Да. работа она стала намного тяжелее, и поэтому не стал я, в общем, сильно убиваться, короче, силами там в обзоры. В конечном итоге, конечно же, хочется дальше вернуться к ним, и я думаю, я вернусь. Да. Вот, вот, да. Ну а что, все понятно, все нормально. То есть мы все живые люди, ты не робот, я не робот. И опять же, ты же сам же, как я говорил, вот этот фактор времени, да? Мы упираемся в то, что ты понимаешь, что времени нету. Ну, конечно, это писать сценарий, потом дубли Да. записывать. Я Ну, это... представляешь, вот посмотри вот продукцию кино, то есть какой там фильма классного, да, то есть там час, фильм, который идет 2 часа, сколько на нем людей работало над этим фильмом. Здесь, получается, у тебя все в одном. Ты оператор, ты продюсер, ты сценарист, смотришь за картинкой, смотришь за светом, смотришь Так, за звуком, ты все в стоп. одном. Режиссер еще, Да, режиссер, тоже. ну и режиссер, я имею в виду вот эти вот Да, все да, да. люди, там, допустим, команда большая, даже если Мгм. самый маленький короткометражный фильм, у тебя команда, там, не знаю, 30 человек плюс, а если возьмешь там, я не знаю, какой-нибудь «Пираты Карибского моря», там у тебя там чуть не 1000 человек на одном фильме как бы задействовано, да? Там еще костюмеры идут, там тыры-пыры. И ты здесь и сидишь сейчас в данный момент, даже на просто ты делаешь какой-то там влог, или ты делаешь какое-то там объяснение фильму, там, или как-то говоришь, обзорчик, допустим, ты записываешь. Такие вот дела. Это все ты вот в одном, в этом, да, вот сейчас вот он, смотри, я, допустим, записываю влог. Свет, оператор, звук, я смотрю, там, да, вот обработка, вот это постпродакшн, да, вот это же вообще занимает уйму времени, потом, когда у меня я записываю на мотоцикле вот эти влоги, это самая вот такая долгая, длительная работа, потому что я получасовым покатушкам уделяю по 2 недели. Иногда бывает, ты сделаешь что-то, проходит 2-3 дня, отдыхает твой мозг головной, садишься за компьютер, включаешь программу, такой, опа, надо вот это вырезать, надо вот это вырезать, надо вот это вырезать, вот это вот компактность, динамика и все такое. Но об этом мы поговорим с тобой на следующем стриме. Мы сейчас не будем далеко улазить, иначе мы залезем уже Ну, в тему. снимаешь ты классно, потому что я вот когда смотрю, я прекрасно понимаю, что надо двигаться, и потом когда ты там снимаешь, в общем, там так интересно, так отчетливо там все это видно, когда ты вырезаешь, ну, это круто, это круто. Ты имеешь в виду на мотоцикле или сейчас, который влоги? Нет, ну, которые, да, вот там вот эти вот, когда в парке ты гуляешь, там Да, это но это тоже я там все, вот, роса, вот это вот, ты там да, и это это снимаешь, записано да. все на телефоне, на М. айфоне. Это не просто я купил вот iPhone, ну как я записывал, у меня была, знаешь, какая затея когда-то. Я увидел чувака на Ютубе, он написал то, что типа, ну, можно записывать на телефон даже и кино. И было несколько фильмов у нас на просторах наших, где прям режиссеры или там операторы, все, они сделали, они прям записали на смартфоне, записали весь кинофильм, понимаешь? И вот это вот у меня в один определенный момент такой клик, я такой, так, о, браво, Макс, привет. И в этот определенный... Джаз, тебе тоже привет, я тебя вижу. Джаз Go Game, здравствуй, дорогой. Dog Game, здравствуй, снова Ку. То, что именно вот этот вот, что фактор, то, что человек, ну, то есть команда, там, небольшая команда, да, за двухчасовой фильм или 1,5 часа фильм, я сейчас не помню, уже не буду говорить просто так, что они записали весь фильм на смартфоне. И вот это меня побудило к вот этому всему. То есть я начал первые ролики вот на канал Driver Garage, ты мой знаешь, да, я надеюсь, там все мои ролики там на этом канале, кроме Ну двух... да, там автомобили и там вот... Автомобили, мотоциклы, ремонт. И на этом канале, кроме 2 роликов, мне кажется, все записаны на смартфоне. Остальные. Просто Мгм. первый смартфон было тяжело. В смартфоне на андроиде у меня был, там стабилизации в камере не было.
И это была такая боль. Потом я уже себе купил стабилизатор, купил дорогой. И теперь он у меня лежит без дела, потому что сейчас на айфоне в камере уже есть стабилизация внутри. Записывает просто шикарно. Я вот просто беру телефон, включаю и от руки записываю. Просто со временем вот этот вот я смотрю обучающие ролики, много на ютубе, вот эти футажи, учишься записывать, как делать переходы, и переходы делать не с помощью только программы, а переходы с помощью перехода в кадре вот этого движения всего, учишься, как бы навыки приходят, и получается, у меня получается вот этот вот 10-минутный ролик, влог, ну, записываю это я весь день по чуть-чуть, чтобы у меня вот это вот было, да, то есть ежедневно, да, то есть что я делал весь день. Я сажусь вечером, допустим, телефон включил, и ровно час мне надо. Час я начинаю монтировать, и в это время час у меня выходит монтаж, плюс выкладка на YouTube с описанием. Такие вот дела. О всех остальных фишках мы поговорим потом с тобой, наверное, на стримчике монтаж. То есть посвятить можно будет как-нибудь этому время. У нас вон играет Леха теперь. Фрагос включил. Смотри, вот тебе, как он тебе предлагал. Смотри, у него стоит хэштег почти без мата. И такую фишку можешь сделать. И я тебе еще кое-что сейчас предложу. У меня сейчас прям небольшая идейка родилась насчет этого. Чтобы, ну, как-то, чтобы тебе как-то показать. Ну, это мы сейчас с тобой поговорим вне стрима. На этом стримчике, я думаю, на сегодня все. Много информации разобрали. Через день, через два все вот это вот обработается ютубом четко. Я потом сделаю прям шикарное описание с тайм-кодами, чтобы люди приходили и не путались в 3 часах, а именно брали для себя какую-то информацию, которая им нужна, и кайфовали от полученной информации. Как тебе вот это вот все? Да, я благодарствую, что я, в общем, был в гостях у тебя на канале. Это очень здорово. Мне понравилось, мы рассмотрели, в общем, все значимые части Ютуба, чтобы как-то зрителям это показать. И все, мне очень сильно все понравилось. Было очень классно, Ну, уютно. супер. Если что, конечно, какие-то вопросы всегда, знаешь, в личку написал. Время будет, ответим. Просто такие вот нюансы. Иногда что-то у тебя в голове крутится, и через пару часов вылетело. Лучше на какую-то записать где-то себе на будущее, да, чтобы была какая-то, да, шпаргалочку такую, потому что ну, всяко бывает. Повседневная жизнь, что-то может забыться, а потом, когда уже вспоминаешь, уже как бы поздно или еще что-то. Без проблем обращайтесь, в этом вообще нет каких. Смотри, Мафия идет, Александр играет и Фарагос. Но мы хотели там еще встретиться сегодня, там что-то там с плейлистами там решить. Вот Это мы всё. сейчас Да, после да. стрима сделаем. Прям сейчас я вот после стримчика, я Стрима. полчасика, мне надо перекус, и потом Тогда я тоже покушаю, я тебе потому что позвоню, потому что 3 часа, уже 3 часа здесь провели, как бы, сам понимаешь, а я вообще еще не ел. Да-да, Всех согласен. благодарю за вот это вот участие активное в чате. Прям вообще вас столько сегодня было. Всех, прям всем огромнейшее спасибо. Все, кто был. Также модерам и всем, кто комментировал, кто писал. Пишите, если вас какие-то интересуют моменты, пишите это в комментариях под этим стримчиком, когда стримчик будет готов. Не забывайте, комментарии тоже как-то продвигают своими функции комментарии, тоже продвигают ваш стримчик на просторчиках. Так что, ну, это составляющая, это нужно. Такие вот дела. И буду очень рад, конечно же, я отвечаю каждое утро на все комментарии. Бывает час, уделяем этому времени, бывает и 2 часа сижу в комментариях, так что реально это не все Ты что, так, тарелку не разбил? все вот так. Такие вот дела. Благодарю тебя. Чего Ссылочка на этот канал Вахрама в описании есть. И не раз. В этот раз аж 2 ссылочки на канал твой. Там еще очень много всякого разного контента. И ссылочки на соцсети, где вы можете мне написать лично, подписаться или так далее. На сегодня именно на вот этот вот стрим такой по ютубам, по пунктам ютуба, думаю, можно уже завершать. И если когда-то у кого-то будет еще какой-то интерес по таким вещам, можно разобрать. А следующий, как мы уже сейчас во время стрима запланировали с Храмом вместе, то есть будет какой-то такой стрим, связанный именно с какими-то фишками по монтажу,
и все, что связано с вот этим вот постпродакшеном видео. Я так что-то в этом роде и назовем, но это будет через пару дней обязательно что-нибудь придумаем. Опять же, надо вместе собраться, чтобы было времени с обоих сторон, время было, и сделаем что-то подобное. Не переживайте. Так что, кто интересуется монтажом, вот этим вот всем выпуском роликов, там форматы и так далее, это все будем разбирать. Какие-то себе пункты запиши, которые тебя бы интересовали, и мы это все будем, конечно же, во время стримчика потом уже разбирать вместе. Да, по отдельности. Так что... Ну, пункты там по Малави, они и так у меня в голове до сих пор сидят. Да, по Малави одно, я имею в виду сами пункты именно по видео, то есть как что лучше Да-да-да. сделать, или вот эти вот Так какие-то это... проблемы там по переходам, какие-то вопросы есть, как, что, кто делает. Я не профессионал, я сам этому каждый день учусь и смотрю ролики, которые мне помогают как-то найти новый подход в той или иной системе, в том или ином видео, в том или иной сфере, вот этом всем, чтобы получилось более-менее гармонично, красиво. Потому что, если вы что-то смонтировали и вам это самому понравилось, то есть в перепросмотре, значит и понравится другим. Хотя о вкусах спорить тяжело, вкус у каждого разный. Но я вам больше могу сказать, на ютубе очень много народу, они по просмотрам, по комментариям вы видите, что видео зашло. Даже бывает, если тебе самому ролик не очень, но ты смотришь, что эти люди за несколько дней посмотрели его 2000 раз. Вот это показатель. То есть, да, может, он не по твоему вкусу, но нашлись те самые 2000 человек, или 10 тысяч, или миллион, которые сказали, да, он что-то сделал здесь так, что оно меня зацепило, задержало на этом ролике, и я остался смотреть видео до конца, да. Больше что-то добавить. Больше добавить-то и нечего, в принципе. Такие вот дела на сегодня. Все. Благодарю тебя за участие. В следующий раз, конечно же, возьми какую-нибудь с собой такую шпаргалочку, пару пунктов, чтобы были именно по вот этим вопросам, касающимся вот этого постпродакшн, да, и будем разбирать, будем смотреть, поскольку, еще раз повторяю, я не профессионал, я также учусь, как каждый из вас, кто делает влоги или какой-то контент на YouTube, Ну, или Олег, другие я... платформы, мы все вместе это все просто посмотрим, проговорим. Олег, у тебя просто контент, он как бы связан там что-то снять, сходить, вот, допустим, а я тогда в Малаве, в общем, я делал этот, тоже там, по играм просто, это что, рассмотреть, вот, допустим, вот эту вот стилистику, потому что она тоже такая интересная, и Да-да. все, думаю, посмотрим, да. У меня нарезки игр тоже есть, посмотришь, как-то когда стримы делаю, Но записывал. нет, там просто, есть относительно того тоже там кое-какие вещи, просто, Это, да, это мы уже да, обязательно, это мы сделаем на следующем стримчике, обязательно. да, то Потому что, есть, может, до этого вот. времени я что-нибудь сам новенькое выучу для себя и покажу вам, соответственно, потому что какие проблемы? Здесь не конкуренция, мы только друг у друга учимся, вот так скажем, правильно. Такие вот дела. Спасибо тебе еще раз. На этом стримчике, я думаю, мы закончим с вот этими всеми штучками. Разобрали то, что нас интересовало, что вас интересовало. Вахрама были вопросы, спросил. Все, сделали. Канал в описании. Забегайте, оставляйте подписки, ему будет приятно. Всем спасибо, ребята, кто подписался. Огромное спасибо. Да, ваши просмотры, ваши комментарии — это продвижение канала, и человеку, который занимается контентом, ему очень приятно, и все. На этом, думаю, все. И, как всегда я говорю, и продолжение следует.